Перед просмотром видео поставьте лайк. Это поможет алгоритмам YouTube продвигать это видео в рекомендации. В целях безопасности большинству героев пришлось удалить фото и видео, которые были сняты в Мариуполе. Мы использовали материалы, которыми поделились с редакцией жители разных районов города. Я никогда не была в Мариуполе. И никогда ранее не испытывала настолько сильную боль и привязанность к незнакомым местам. Каждое утро начиналось с мысли: а что там Азовсталь? Мариуполь – это воин, которого не удалось сломить 8 лет назад. За непокорность его уничтожали с особой жестокостью. Бомбежки, артобстрелы, фосфорные бомбы. От города осталась выжженная земля и пепел. Сколько людей погибло под завалами, доподлинно неизвестно. Сейчас вы услышите истории людей, которым удалось вырваться из ада. Из настоящего ада. Мы были в Мариуполе со всей семьей. Мы, в принципе, собирались на работу. Лично я проснулась не от взрывов, но у нас было хорошо слышно все. И это было не очень далеко от нашего, то есть мы жили на левом берегу, и вот на восточном, это тоже левый берег, как раз-таки и произошли взрывы, как и в 2014 году, и мы все думали, что, в принципе, на этом все приблизительно и закончится. Вот. У нас еще функционировали тогда магазины, то есть можно было там поехать что-то купить. Мы не поехали на работу, я не поехала, родители вернулись, и мы остались дома в надежде, в принципе, на то, что все быстро закончится. Конечно же, поехали, там, купили продукты первой необходимости, но тоже я, допустим, убеждала своих родителей, что не нужно закупаться очень много. Были огромные очереди в городе, но все можно было только за наличку приобрести все продукты. У нас была очень дорогая вода сразу, потому что в первые же дни все закончилось, и у нас закончилась тоже вода, и мы купили 40 литров за 600 гривен. 40 литров воды. Да, то есть, люди все равно продолжали наживаться на этом всем, но все было более-менее спокойно. То есть были слышны взрывы, но мы больше даже переживали за ситуацию в целом в стране, чем за то, что у нас в городе происходит. У нас в первый день попало 3 снаряда прямо в наш дом. Это было 2 марта. 2 марта у нас пропал свет, вода, газ, полностью интернет. В соседний подъезд попал, в квартиру, прям в балкон попал снаряд, и во двор тоже попал снаряд, но наша квартира была еще целая, и даже окна были целые. Все это время потихоньку у нас там через несколько дней, каждые там 3-4 дня у нас одно окно разбивалось, было очень холодно, но мы не видели до 20-х, то есть до 15-х, 20-х чисел, мы не видели особо техники. То есть вокруг прям нас всего этого не было. Мы жили возле моря, и мы почему-то тоже были, это было зря, мы так на это надеялись, но мы надеялись на то, что у нас мелкое море в Мариуполе, и мы надеялись, что с моря ничего не будет, никаких действий. Вот. Но мы находились также возле открытой местности, как бы чуть-чуть, которая находится наверху. И прямо возле нас, потом мы поняли, что возле нас прям происходят ожесточенные бои. У нас высадился недалеко от нашего дома русский десант. И мы видели только украинских военных, которые в небольшом количестве передвигаются. Вот. И вот
19 числа это был последний день, самый ужасный, который был. До этого вот 18 числа мы уже видели, как русский танк ездит недалеко от набережной нашей. Вот. Было несколько русских танков с зетками. И вот 19 числа начался самый ад. Мы, в принципе, 19 и вышли из своей квартиры. 20 с утра. Вот 19 мы поняли, что нас уже бомбят самолетов в наш район. Мы сидели практически весь день в подвале, выходили там только что-то приготовить, поесть, и пока было небольшое затишье. И ночью, приблизительно с 2 часов ночи до 7 утра, каждые полчаса мы слышали, как прилетала ракета. И это, то есть мы все-таки уже научились немного различать. Это там какая-то техника, там танки, тоже там какое-то оружие. Но тут мы ничего не слышим, и сразу падает, и мы понимаем, что падает сверху. Дом просто ходуном. Мы сидели вот в подвале 2 на 2, нас было 8 человек. Вот. И, подвал сыпался. В общем, мы вернулись в квартиру утром, ближе к 7 часам, чтобы забрать хоть какие-то вещи. Пришли в квартиру. В квартире был полный беспорядок. Все окна, естественно, стекол не было, но уже даже прям вот пластиковые вот эти окна все повыносило полностью. Вся квартира все вот просто как будто мы ничего даже особо не смогли забрать с собой, найти, у нас не было на это времени. И пока мы еще собирали вещи, там что-то на себя надевали, еще было попадание в наш дом. У меня ранило маму, несерьезно, то есть там совсем чуть-чуть, но был такой взрыв. Вот это было самое страшное, когда я видела вот этот вот красный дым, и все горит, и мы вот собрали сразу же, тут же пошли, вышли из квартиры, и пока весь наш район горел, мы просто вот собрались и ушли, потому что у нас не было выбора. Если бы мы остались, мы бы, не факт, что выжили, потому что у нас после того, как мы ушли, у нас полностью сгорела квартира. Мы возвращались еще в квартиру, что тоже было страшно. Мы еще 7 дней после того, как вышли из квартиры, мы еще 7 дней просидели в своем доме у бабушки. И вот через 2 дня после того, как мы ушли, мы еще вернулись в надежде на то, что, может, потушили. У нас все-таки первый этаж, и надеялись что-то забрать. Но у нас полностью все сгорело, то есть ничего не осталось. В квартире лежали какие-то остатки снарядов. То есть у нас по факту нашего дома уже не было, но продолжали туда попадать снаряды все равно. И даже через несколько дней, когда мы уже возвращались, и у нас все уже разруха, все сгоревшее, сидело там 15 человек в подвале, и все равно продолжали еще вести бои вот в нашем районе. 24 числа я еще была в поезде, так как я ехала к родственникам, они проживают в Мариуполе, и у них был день рождения, но я ехала их поздравить. Тогда я помню, как я узнала о войне, я проснулась в поезде где-то в 4, не помню, с копейками. Я услышала, что где-то какая-то тетя говорит, что вот что-то бахкает. Я сначала не поняла, то есть я подумала, может там что-то бахкает, что может бахкать. И где-то через минут 10 я взяла телефон, потому что мне нужно было позвонить, сказать, что вот я в Волновахе, и что я скоро уже буду в Мариуполе. Когда я взяла телефон, я зашла в Телеграм, и там уже начали все говорить, что вот, началась война, начали форсить вот это видео, где Путин говорит, что это специальная какая-то операция. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Я же начала это все скидывать тем, кто в Мариуполе. Они
ну, они не проснулись, но потом все-таки они проснулись от того, что я много сообщений писала. А, Они не верили, потому что, ну, это понятно, никто не верил, что это что-то началось. Потом уже какое-то было такое состояние, что оно не верилось, потому что я всегда жила в том месте, где не было никаких боевых действий. То есть война была, но боевых действий не было. И оно как-то представлялось совсем по-другому. И каких-то таких ощущений, что вот началось что-то такое, прям ад, не было. Вы сами где жили? Я жила возле Львова. Ну, там есть такой город Самбор, а я под ним живу. То есть в селе. Так, и едете к родственникам в Мариуполь, понимаете, что начинается война. А что в это время родители? Мама, она очень долго не хотела меня отпускать, ну, вообще к ним. Я должна была выезжать с начала 21-го, но так как мама сначала говорила, вот, не будем, давай не едь, ты видишь, какая-то ситуация в стране. Я говорила, да, кто там нападать будет, кому нужно нападать. То есть никто не ну, я не верила, что будет война. Потом уже через некоторое время мама согласилась, сказала, хорошо, едь, бери билет. То есть я взяла билет, потом в тот день, когда я уже выезжала, мама думала, что я выезжаю на следующий день. То есть она не знала, что я уже выехала, что я уже почти приехала. И помню, она мне звонила, то есть, когда я была в поезде, она говорит, ну, все было нормально. Когда мама узнала, ну, она начала плакать, потому что она видела, ну, то, что показывали по новостям, и она не знала, что там происходит. Она плакала, она отреагировала очень так печально. Она думала, что со мной там произойдет что-то такое плохое. Не было возможности вернуться обратно во Львов? Нет, возможности не было, так как мы еще сразу начали смотреть билеты какие-то, все было уже раскуплено. А если были какие-то места, то сайт выдавал ошибку, что уже, ну, невозможно было. И потом уже вроде через, я не знаю, в тот же день или через несколько дней сказали, что в Волновахе подорвали рейсы, по которым ездил тот поезд, чтобы те не проехали уже дальше. Поэтому выехать уже было невозможно. Родственники встречают вас на вокзале. Как вы оказываетесь у них? Было так, что то есть я им сказала, чтобы они не ехали, то есть, потому что я хотела еще что-то купить, что-то им на день рождения. Поэтому я сказала, чтобы они не ехали. Я поехала, если я не ошибаюсь, на троллейбусе или что-то таком. То есть я сама доехала. Не страшно было ехать на троллейбусе? Нет, потому что тогда еще ситуация в городе была нормальная, то есть тогда так сильно еще с утра, это было где-то 8 утра я уже была где-то там, то там не бомбили. То есть в самом городе, когда ты проезжаешь, там же едешь через центр, и когда ты это проезжаешь, там не бомбили. То есть я доехала спокойно. Я еще пошла потом в магазин, скупилась и пошла уже туда. То есть там не бомбили. Ну, а потом уже вот, когда я зашла уже в квартиру, ну, к родственникам, потом где-то, ну, часов в 9, ну, где-то так уже под утро, или утром, уже тогда начинали какие-то взрывы доходить, но это были очень, ну, тихие, то есть, что это было или за Мариуполем, или начинали тогда, когда бомбили левобережный район, то есть, к нам еще тогда ничего так сильно не доходило, никакие. Если не секрет, сколько вам лет? Мне 16. Во время войны, значит, 16-летняя девочка оказывается вдали от родителей у родственников в Мариуполе. То есть с мирного Львова, по которому вообще не бомбили на то время, вы оказываетесь в самом эпицентре. Сколько дней вы провели в Мариуполе? Я даже не знаю, мы выехали 18 марта, то есть я не считала, но это где-то месяц вроде. Ну, с 24 по 18. То есть приезжаете к родственникам, рассчитываете еще отметить праздник, привезли, наверное, подарки, какие-то вкусности. Что в это время говорят родственники? Когда я только зашла, они сказали, ну, ты очень, очень удачно приехала, потому что я много раз к ним приезжала, то было очень много ситуаций, и тут война. Что родственники не хотели уезжать из Мариуполя? Они не хотели, потому что они
Я даже не знаю, они, наверное, думали, что это будет как в 14-м, что это будет на пару дней, что это не будет настолько. Тем более у них там квартира, они не хотели оставлять, так как начиналось вот это мародерство. Не хотели, чтобы вдруг это все на 4 дня, они оставлять квартиру, там мародерство, и потом не будет ни квартиры, ни вещей, ничего. Когда вы внутри уже поняли, что это не будет как в 2014 и что на Мариуполе надвигается реальная опасность? Но мы это поняли, когда нам сказали вроде, что Мариуполь уже в котле. То есть нам это сказали где-то, я не помню в каких числах. Нам сказали, что мы в котле. Очень много нам говорили, что нас там едут танки, нам там еще кто-то писал. Но мы, так как мы не могли уже выехать, мы не знали, что делать. Утром я была дома, я услышала еще ночью, 23-го, так как я не спала, различные взрывы, но когда я утром сказала маме, она сказала, что это нормально, это иногда бывает, просто переляг подальше от окна и будет меньше слышно. И утром мы поняли, что началась чуть погромче война, потому что Мариуполь находится недалеко от всех военных действий, и иногда было слышно взрывы. Были очень слышны взрывы, прям, я такого никогда не слышала, и мама сказала тоже. Я не чувствовала ничего, ни страха, мне казалось, наверное, немножко так мы это услышим, и все будет хорошо, что это все закончится, что это, в принципе, нереально, в современном мире, чтобы такое было, что этого, невозможно, чтобы была война, Потом, когда мы вышли на улицу, мы пошли в магазин, мы увидели, что все люди собираются покупать много еды, и для нас это было как-то странно, зачем они покупают, это, наверное, как с ковидом, да, все накупают много еды, мы купили просто там шоколадку и жвачки, и все. И пришли домой, и в целом, никаких особо чувств не было, то есть потому что казалось, все нормально, это сейчас закончится, все хорошо. Потом мы решили поехать к нашим знакомым, чуть ближе в центр города, потому что мы живем на окраине, недалеко от Азовстали. И мы поехали туда, переночевали там ночь, там действительно было тише, и в этот день мне написала моя подружка о том, что, она пишет: Настя, ты слышала? Я такая: нет, а что случилось? Она говорит: пролетел так низко кто-то, прошумело, что как будто бы над нашим районом. Я говорю: нет, мы были в другом месте. Потом мы вернулись, все работало, аптеки, там просто были большие очереди, таксисты, все ездили, все было хорошо, просто был повышенный прайс. И мы приехали, и у нас выключили свет. Мы жили в квартире, а моя сестра в своем доме, и у них тоже выключили свет, и мы решили, что выключили, значит, скоро включат. Мы знали, что когда это было в 2014 году, как же этот район назывался? В общем, там тоже у них стреляли, и прежде чем как стрелять, все выключили. Я сказала, что я сразу же панически не пойду в подвал, потому что мне казалось, что если мы пойдем в подвал, и, допустим, в дом попадет, он как-то обрушится, и нас оттуда не достанут. Я сказала, что я лучше выйду, и пусть со мной будет все не очень хорошо. Потом уже настал следующий день, мы переночевали, не было света, газа, вода начала заканчиваться уже прям сразу же 24-го. И мы решили, что мы пойдем к моей сестре, чтобы было не скучно, мы будем вместе, взяли пару вещей, совсем немного документов, и пошли. Когда мы начали идти, я, мама и мой отчим, когда мы начали идти, то уже начались очень сильные взрывы, я испугалась, и я просто, не знала, куда мне бежать. Я сказала: все, я побегу домой, а мы шли через поле. То есть, там все такое открытое пространство, мы побежали домой. Когда мы начали бежать домой, начали летать тоже самолеты какие-то, что-то везде шуметь, и то есть, ты не понимаешь, куда тебе идти и бежать. Потом позвонил муж моей сестры, сказал: все нормально, переходите через туннель, я вас заберу, и мы поедем к нам. Мы поехали. И так мы там и остались, и не было ни света, у нас было немного газа, потому что у них газ, они покупают, то есть он заканчивается, и они обновляют. Мы, сидели, я смотрела в интернете, я видела все что происходит, и я говорила: давайте, может, мы куда-то поедем, что-то сделаем. Но все мои родные говорили: куда бы ты ни поехала, да, наверное, это везде все началось, и мы никуда не поедем.
А потом, когда я поняла, что все-таки никто никуда не хочет ехать, и я, наверное, поеду одна, потому что я не могу переубедить много взрослых людей, я начала искать возможности, и у нас выключили интернет везде, у всех, и никакой связи, ничего. Поначалу мне тоже казалось, что, наверное, это сейчас закончится, что сейчас дадут, такого не может быть, это вообще нереально. И все это время были большие взрывы. То есть все время взрывы. Мы иногда убегали. У нас не было подвала, но у нас была в гараже такая яма, чтобы чинить машину. И мы туда заходили. Но в гараже в этот момент стояло 2 машины. И сейчас я понимаю, что это на самом деле тоже опасно, потому что если туда попадет снаряд, то все боялись выезжать, потому что боялись, что заберут машины, боялись, что расстреляют, боялись, что машина, она не такая безопасная, как в доме, да, то, что там стены, они спасают. И потом, когда я поняла, что интернета нет, связи нет, на первый день еще как-то более-менее, но на второй тебе кажется, что, эта паника начинается, потому что такое чувство, что о тебе сейчас, как будто бы, не знаю, все забудут, или что там, где там, как вообще выехать. То есть для меня это было очень сложно, но все мои родные оставались более-менее спокойны, и казалось, что завтра точно все закончится. Каждый день ты ложишься спать и думаешь, что проснешься ты или нет, а как это, когда ты умрешь, да, потому что, ты просто не понимаешь, ты это как-то ощутишь или нет, а взрывы, они не прекращаются вообще никогда. Когда твоя психика очень устает за целый день, потому что взрывы, они постоянные, самолеты, и это нереальные звуки, и постоянно автоматные очереди. И, мне казалось, что самое страшное даже не умереть, а просто если ты, допустим, будешь в этот момент на маленьком, другом, не знаю, в метре, в каком-то не очень близко к своему родному человеку, допустим, попадет снаряд, и, это хуже, чем умереть. Поэтому, я всегда старалась держаться с мамой, чтобы, если что, быть вместе в этот момент. И мы спали, иногда всегда в одежде, потому что очень холодно было, и каждый раз мы понимали, что нам придется бежать. 24 февраля я проснулась в 5:30 утра от того, что у меня разрывался телефон. Я работала управляющей 2 ресторанов в Мариуполе, и у нас огромный штат сотрудников. И то есть с утра это начали все чаты, все начали писать, что началась война, открываемся мы или нет. Один ресторан у нас был в центре города на правом берегу, другой ресторан был на левом берегу, там, где как раз началась война. Это восточный, левый берег. Туда уже начало прилетать, уже начали бомбить. И я проснулась, я была у своей подруги, ей позвонила ее мама и сказала, что началась война. Я проснулась, начала собираться, успокоила всех сотрудников, мы приняли решение не открываться. Насколько это возможно, мы успокоили всех, сами были в ситуации панической. 25 февраля я должна была уезжать в Киев на тренинг, и я поехала домой, собирала чемоданы и думаю, завтра все закончится. То есть сегодня постреляют где-то на окраине, а завтра уже все будет хорошо. Но я приехала в центральную часть города, и у меня есть эти видео, этих звуков, когда я уже поняла, что что-то не то. Потому что война 2014 года, когда пытались зайти в город и туда зашли, потом, когда обстреляли Восточный, то есть это было совсем по-другому. Ты стоишь в городе, и ты слышишь, что просто работают грады, и это очень страшно, оно все прилетает, эти страшные звуки, и мы уже поняли, что, в принципе, началась война. Я планировала уезжать сразу же, и просто случилась такая ситуация, что у моего близкого человека умерла бабушка буквально за день-два до войны. И мы приняли решение, что мы войну переживем вместе. И так как она была не в том состоянии, чтобы уезжать, мы не уехали. Я уговаривала, я просила, мне позвонили все мои друзья: приезжай в Киев, приезжай в Одессу, приезжай ко мне в Германию. Но как-то так получилось, что я осталась до 15 марта, когда уже был прям ад в Мариуполе. 26 февраля
мы приняли решение с нашей командой, что когда уже есть у нас села, это 2-3 километра от города буквально, ну, то есть это город. Никто никогда не отделял эти села, и по программам, которые делал наш горсовет, эти села присоединялись к городу. И тогда уже бомбили Сартану очень сильно, эвакуировали людей оттуда, с Сартаны, с Восточного, и мы приняли решение кормить их. Этих людей расселяли в общежитие, то есть перевозили их в город. И 27 февраля мы начали кормить людей, то есть если в первый день это было 200-300 человек, то в последующие дни, до 5 марта, пока мы могли что-то делать, это было 1500-2000 человек в день. Люди все были страшно напуганы, то есть ты приезжаешь, везешь эту еду также под обстрелами, когда еще работали сирены. Сирены работали в Мариуполе буквально 2 дня, потому что потом они их просто не включали, а с 1 марта город был отрезан от всего, то есть не было электричества, не было света, не было воды. 1 марта отключили, еще можно было словить какую-то связь. 2 возобновили электроснабжение, но поработал буквально день. 3 марта город по сей день отрезан от всего. Связь, вода, газ выключили 6 марта. И я не знаю, как там сейчас выживают люди, но то, что там происходило, и то, что мы видели своими глазами, это ад. Я не знаю, у меня в принципе нет слов, чтобы это все описать, но ситуация действительно страшная. Ваши дни до 15 марта выглядели так, что вы помогали волонтерам, да, чтобы люди были накормлены? Или это было только первые дни? Волонтеры помогали нам, потому что если бы не волонтеры, если бы не военные волонтеры, если бы не люди, которых мы подняли просто, которые под обстрелами ездили и привозили еду людям. Лично мы приезжали, привозили еду для моих родителей, для родителей нашей команды, потому что мы просто не успевали, уже там не работали магазины, и мы просто едем, и над нами просто летят снаряды. Это еще 1-2 марта, уже вот когда город потихоньку начал умирать, еще летали снаряды. До 5 марта мы готовили, мы приходили и уже работали на генераторах без света, без воды, но потом это стало уже просто невозможно, потому что прилеты начались в центр города, и просто все боялись выходить из дома. То есть мы как-то расслоились, и 5 марта, когда была первая информация, что есть эвакуация, зеленый коридор, мы собрались из того места, где мы жили. То есть мы с 1 марта мы ночевали в паркинге. То есть наш день был так: мы утром вставали, мы шли домой, пытались как-то привести себя в порядок, мы шли на работу, и я так это называю, мы шли, собирались, и потом мы приходили в 5 вечера, и мы заходили в паркинг и не выходили из него. 1 марта, вот это был самый страшный день, я говорю, это до сих пор, это было не так страшно, вот как все последующие дни. 1 марта в 3:30 утра это был первый самолет. То есть ты лежишь в паркинге, и просто над тобой, вот просто над домом пролетает этот гул, все дрожит, и вот тогда было страшно, и тогда уже не было возможности уезжать. Никто не мог получить информацию по поводу эвакуации, даже возможной, потому что не было связи, и когда очень круто работала полиция. Полиция приезжала под дом, и мы уже, когда переехали с одной квартиры на другую, с того района, который начали очень сильно бомбить, мы приехали в самый спокойный, и там рядом было отделение полиции. И то есть полицейские каждый день они приезжали под дом, и там они передавали всю информацию. То есть информация была настолько, как сказать, комическая, потому что город достаточно большой, но и достаточно маленький. То есть ты выходишь, смотришь в окно, и ты видишь другую часть города, и тебе говорят, что в этой части города уже русские танки. А тут все хорошо, тут ездят украинские военные, тут украинская полиция, а на другой стороне города уже русские танки, уже разбомбленные, уже там ходят русские военные. То есть вот этот вот сюр, который происходил, было вообще непонятно, что будет. Это произошло, мне позвонил друг 24 числа. У меня должен был вылет 25 в Мексику, февраля. И я покупил уже себе билеты на поезд. В Запорожье должен был выезжать. И в 6 утра мне звонит друг
и рассказывает, что началась полномасштабная война. Ну, я собрал вещи и сразу пошел к нему. Почему я не уехал? Это потому что я участник антитеррористической операции, как говорится. Это у нас с 14 по 17 год, поэтому мой долг был никуда не уезжать. Вы тогда понимали, что будет с Мариуполем? Или тогда казалось, что будет вот как в 2014-м? Ну, вообще, я предполагал, что начнется с первых дней именно Мариуполя. Это первая будет их цель. Но неделя вроде бы еще была спокойно. И когда я смотрел новости и вижу, что уже в Киеве по Оболонью ездят какие-то небольшие группы русских, я очень сильно как бы удивился и расстроился. Так, вы приезжаете к другу. В первые дни более-менее было спокойно или уже сразу? Нет, в первые дни было все спокойно. В принципе, ну, все было спокойно, разве что было очень много очередей на заправках, потому что особенно в первый день. Во второй день, кстати, тоже были, как бы бензин был, а людей не так уж много, ну, паника куда-то ушла, только в первый день. Может быть, потому что в первый день все уехали, кто остался, тот уже не ездил заправляться по факту. Давайте расскажем, что было в период вот с начала и до 16 марта. Как проходили ваши дни, что вы видели? Мы собрались там друзьями, теми, кто, так сказать, есть непосредственно боевой опыт, и решили, что надо делать. Так как мы много думали, не хотели никуда официально вступать, вот, созвонились со своими командирами, бывшими вместе, когда служили, нам посоветовали. Вот, и первое время мы просто как бы работали непосредственно от командиров в чат. Был просто обычный чат, сигнали, и то, что нам давали задания, то мы и делали. Это в первые дни. Потом, когда мы поняли, что начинает связь пропадать, и что-то случится со связью, мы это предполагали, мы просто созвонились с знакомыми, которые служат в полиции на тот момент, и мы говорим, давайте мы, может быть, будем вам полезными, так как у нас есть опыт, и я парамедик там, и тому подобное, будем помогать вам. Мы приехали, буквально нам дали форму, мы, конечно, не носили, вот, нам дали форму, машины, и все, занимайтесь. Мы просто были под руководством и помогали просто людям, которые после обстрелов, какой-то обстрел, мы сразу ехали туда и делали первую медицинскую помощь, доставляли в госпиталь, развозили еду, когда получалось. В принципе, таким занимались. В первое время еще было возможно выехать, помочь человеку, отвезти его в больницу. А когда это уже стало невозможным? Это было возможно всегда практически. До 16 числа мы всегда ездили, и 15-го, последний раз, когда мы ехали, это 15-го вечером случилось. Вот, мы тоже возили в больницу, в третью поликлинику на тот момент. Но мест не было, мы все равно принимали людей. А почему люди говорят, что если попадал, например, снаряд или какие-то осколочные ранения, людей хоронили просто возле подъездов, потому что не было кому им помочь? Потому что, как минимум, не работали никакие телефонные линии, чтобы позвонить, сообщить о случившемся. Мы просто могли ехать вот так вот, и нам сказали, что, там видим, там дом горит или что-то, или по рации. В общем, как-то, если ты видишь, сообщаешь, и сразу, рации еще работали, потому что у нас был дизельный генератор, у нас рации всегда были заряжены. И если есть какая-то информация, она передается была в эфир, и мы сразу ехали на дом туда, где нам надо. Просто не было коммуникации, из-за этого люди не могли дозвониться, ничего. 24 февраля я была дома, спала в кровати, и меня позвонила, разбудила подруга, сказала о том, что началась война, и почему я еще сплю. Я быстро проснулась, написала своему мужу, он у меня военный, он не отвечал, не звонил мне, я не поняла, почему он вообще ничего мне не сказал. Потом буквально через 10 минут он вышел на связь, сказал мне бежать в магазин, закупать продукты. Я пошла, скупилась в магазине за продуктами и потом поехала к родителям. И была с ними. Он мне сказал, что наш район, где находится дом моих родителей, безопасный, и там ничего не должно происходить. А что вообще муж говорил? Будут ли захватывать Мариуполь, или он тоже не знал? Он не знал. Он до последнего думал, что все будет хорошо, поэтому стал настаивать на том, чтобы я уезжала только уже где-то в конце февраля, 28-го, 1 числа. И то, не сказать, чтобы сильно. Он верил вообще в то, что им будет подмога.
Он верил то, что приедут другие солдаты, то, что приедет оружие, то, что они смогут удержать оборону Мариуполя, и никто в город не прорвется. Они были в этом уверены на 100%. Я жила на 17-м микрорайоне, когда проснулась к родителям, я поехала на Новоселовку. Возле церкви они у нас там живут. Те, кто из Мариуполя, поймут, что это за район частного сектора. И вот мы были там, и как бы мой муж меня уверил, что там наших солдат в том районе не будет, инфраструктуры военной там нет, ничего нет, то есть как бы там безопасно и можно там находиться. И я была у родителей дома. Так, приезжаете вы к родителям, что видите, слышите, какой настрой вокруг? Я с 19 февраля собиралась уезжать вообще. Я собирала сумки, и я сама была инициатором того, чтобы скорее покинуть город, потому что мне было страшно из-за новостей, которые говорили о том, что будет война. Маме я предупреждала, тоже сказала, собери сумку обязательно, собери документы, собери вещи. Мама этого ничего не делала, и когда я уже приехала, она уже была в слезах, в панике, собиралась. Но в итоге то, что мы собрались, мы все равно никуда не уехали и остались в городе. Почему не уехали? Из-за убеждений мужа? Не то чтобы мужа, просто, как бы его тоже слова сыграли свою роль, что будет безопасно, там. Но и мама с папой у меня такие, что куда мы поедем, где мы нужны, будем дома. 2014 год, когда был, мы никуда не уехали, 8 лет никто нас не трогал, и тут тоже будет все то же самое, по краям постреляют, и все. И поэтому мы остались. Когда вы поняли, что уже выехать не получится? Что придется сидеть и никуда не поедем, я поняла 2 марта, когда у нас отключили связь. Я не смогла ни с кем связаться. Я поняла, что у нас нет машины у родителей, и инфраструктуру нашей железной дороги разбили еще когда была связь. То есть я понимала, что ЖД уже не работает. И вот уже со 2 марта мы понимали, что мы уже не можем покинуть город путем эвакуации от города или от страны нашей. То есть уже тогда мы поняли. Началось все в начале 20-х числах, нам было слышно взрывы. Мы спали неспокойно, мы переезжали к нашей бабушке на левый берег, там не было слышно этих всех взрывов. А 24-го мы тоже спали очень неспокойно, эти взрывы все были громче и громче. Мы всю ночь не спали. Мама постоянно читала новости, и мы с сестрой только успокоились под утро, мы уснули. И в 6 утра нас разбудила мама с готовым чемоданом, что нам нужно уезжать, началась война в нашей стране. Мы переехали не в другой город, как мои знакомые уехали вообще со страны, а мы решили, что мы расстанемся, думали, что все обойдется, наш город трогать не будут. И мы переехали к моей бабушке на левый берег. 24-го, получается, мой район обстреляли, и к нам переехала моя вторая бабушка, и мы уже жили всей семьей. То есть у нас большая семья, мы жили все в одной квартире, мы находились постоянно дома. 25 числа у меня день рождения было, мама ездила в магазин, скупилась продуктами, там крупы. Мы отмечали день рождения дома, и получается, вот эти вот продукты, которые мама закупила 25-го, они нам пригодились, потому что после этого мама никуда не уезжала. Потом мы сидели целыми днями дома. 24-го это мне позвонил друг, который рядом находится. Он сказал, выезжай. Я находился тогда в театре своем, в частном, и говорю, что, это чушь собачья, такого не может быть, никто на нас не нападет. И все, кто вообще знал о войне, все думали, что это окраины, как обычно, побомбит, может быть, и все. И настроение было такое, что никто не поехал туда. И мы находились, жили своей обычной жизнью. Я вообще репетировал свои... У меня должно было представление быть 25 числа. Поэтому вот так. И вы в этот день не поехали домой или поехали? Я остался в театре, нет. Я еще неделю там прожил, было еще более-менее. У нас знакомые и в Азове, и в ЗСУ, и мы по ним ориентировались, они и врагів бывали, и еще в интернет выходили, отписывали нам. Поэтому мы по ним ориентировались, думали, что ничего не будет такого. А когда вы поняли, что это будет не как в 2014-м? Когда я приехал домой через неделю, и начали выключать уже свет, начали отопление выключать, интернет погас, и потом через пару дней выключили уже и газ. И тогда мы поняли, что уже будет... когда мы увидели, что центр начал гореть.
И уже это было по чуть-чуть страшно. Ильичевский район, его начали бомбить последним. Вот. И у нас близко очень родники, и мы ходили за водой. То есть в 6 утра ты просыпаешься, идешь за водой, потом в 8 ты пьешь кофе и помогаешь ближайшим людям, которых ты знаешь. Вот. Вот так вот. Ну, потом и прилеты уже начались, и поэтому... Ну, вот такой распорядок дня, не умереть. Были ли у вас достаточно запасов еды, воды? Нет, началось все с того, что вообще было самое первое неприятное ощущение, потому что я не привык так делать. Люди начали взламывать магазины. Точнее, не люди, то есть не гражданские, а конкретно военные. Они приехали и говорят: ребят, нас окружили, поэтому если не вы, то они все позабирают. И взломали магазины и сказали: ребята, забирайте. Ну, первый магазин я пропустил, я там забрал только фанту, потому что было очень страшно. Ну, непривычно, я таким не занимаюсь. Вот. А потом во второй я так подошел, дядя военный вот так его взял, говорю: можно магазин ломать? Он говорит: ломайте, потому что вам ничего не останется. И вот все, что мы позабирали, мы там делили между бабушками, дедушками, которые не могли сами себе позволить, или люди, которые до конца не верили и у которых не хватило характера, чтобы сломать магазин, пойти. Это считалось как бы воровство, все равно мы тоже боялись, что попадем под какие-то расстрелы и все остальное за мародерство. Что в это время происходило в городе? Город уже начали бомбить. Уже авиаудары начали наноситься. То есть у нас еще относительно была какая желтая зона относительно, то есть не красная. И первый раз, у меня рядом со мной жили раково больные люди. И они попросили мою маму, смогу ли я достать лекарства. Вот. И я нашел ребят, скооперировался, и мы поехали с ними первый раз просто взять продовольствие, то есть аптечку, чтобы людям раздавать, и себе, и людям. Вот. И мы поехали, но это была самая первая и самая жуткая реальность, когда мы увидели эти ямы. Она была 20 на 10 и 5 в глубину. Это авиаудар прямо в центре города. Это уже снесли больницу, и мы зашли в детскую поликлинику. И самое жуткое, это мы бегали по детским оторванным ладошкам. Вот. Они до сих пор мне снятся. Это самое жуткое было из всего того, что я видел. Там разорванные люди, это одно, а вот именно детские ладошки, это было жутко. Вот. И мы собрали медикаменты, и я начал по своему Ильичевскому району, я начал бегать, раздавать медикаменты. А потом я скооперировался с доктором, он был педиатр. Я не буду называть имя, потому что они остались там, и я очень переживаю за то, что может им что-то еще предъявить или прилететь. Поэтому я с хлопчиками объединился, и мы выезжали за лекарством, а ребята ездили за продовольствием. Мы называли их «Бригада Ада», потому что шли авиаудары, это самое там было страшное. Вот. И мы с этим доктором заехали за медикаментами, зашли в больницу, прошли по этим детским ладошкам, поднялись на 2-3 этаж и как раз начали самолеты бить. И мы нашли шампанское и открыли его, потому что думали, что уже не выживем, мы уже оттуда не вернемся. Да, и все нормально было, но это как будто видеоигра. Ты прям находишь сумку, бежишь, ищешь так каждый ящик, смотришь, медикаменты собираешь и выходишь. И это мы отвозили, я так 3 раза катался. Мне позвонила подруга из Харькова и сказала, что Харьков бомбят, это было утро. Я подумала, что она шутит, и спросила, бомбят ли нас. И я говорю:
Нет, типа не бомбят, все нормально. Я говорю, ну сейчас выйду на улицу, посмотрю. Смотрю, все тихо, спокойно. Говорю, все в порядке. Вот она говорит, ну ладно, давай, типа, мне пора идти. Я говорю, хорошо. И потом где-то через минут 10 мимо нас пролетела ракета, которая летела в аэропорт. Ну и, собственно говоря, через 10 минут и нас начали бомбить. Начал греметь весь левый берег, и просто 2 суток бомбили город, ну, не утихая. Те, кто выезжал сразу, это было на свой страх и риск. Потому что потом, в конечном итоге, мы видели очень много расстрелянных машин. То есть оккупанты расстреливали мирных людей, несмотря на то, что они не имеют никакого отношения к военным действиям, к военным и ко всему остальному. То есть они просто хотели убежать от этого всего. Почему вы решили остаться в городе? Потому что не было возможности выехать. Те, кто выехал в первое время, это были чаще всего люди на своих машинах, либо люди, которые скооперировались со своими знакомыми и выезжали таким образом. Можно было выехать на поезде, но мы приняли решение не ехать на поезд, потому что это было опасно, и так как большое скопление людей, очень же много людей хочет уехать, был риск, что и там может произойти обстрел, что оккупанты и туда постреляют. Поэтому мы решили, что мы не будем рисковать. Как выглядели ваши дни в Мариуполе? Именно в Мариуполе мы были до 31 марта. А потом? Потом мы выбежали из города, потому что на наш район кинули фосфорные бомбы. И в округе горело 15 домов, и это было тихо. То есть мы бы в следующий раз просто могли не проснуться. Приезжала девочка, волонтер с ЮНИСЕФ, и мы у нее спросили, я говорю, что это за белые вспышки? Говорю, это недолго длится, это длится, может быть, секунда, полсекунды. То есть они очень быстрые, как вспышка от фотокамеры. Она говорит, это фосфорные бомбы. И причем, что их кидали просто на жилые районы. То есть они по каким-то там военным объектам, как они всегда говорят. Россияне же прикрываются тем, что якобы наши военные прячутся среди мирных жителей, поэтому они и попадают в жилые дома. Возле вас прятались украинские военные? Это неправда. Они никогда не прикрывались мирными людьми. Так делает только Россия. То есть никогда не было такого, чтобы наши военные прятались там за домом, стреляли и подставляя тем самым мирных жителей. Никогда этого не было. Где вы брали еду, воду? У вас были какие-то запасы? Были запасы, и воду мы брали с ручьев, но она была все равно с органикой. От нее все равно было плохо, хотя мы ее кипятили. Потом уже под самый конец мы вообще начали брать воду. У соседей был такой, как мини-ставок, и мы с нее набирали воду. Но там вода, это уже вообще плохая, потому что она с мальками даже. Вот 7 марта мы сидели, и, я верю в Бога, да, там я ходила в церковь, но там, если ты, потом, с этапом взросления, обучения, у меня были разные вопросы, а там ты просто забываешь обо всем, и мы постоянно молились, то есть если у тебя нет никакой веры, то ты просто там не выживешь, потому что это можно сойти с ума, потому что, каждую секунду ты понимаешь, что ты можешь умереть. Мы сидели, и мама говорит, так, все, нужно помолиться. Мы сели, молились, что все хорошо, и до этого мы показали моей маленькой племяшке, ей 7 лет, как нужно делать, когда мы слышим громкий звук, да, что ей нужно лечь на пол, там, как прикрыть там голову, вот так руками, все. И потом мы сидели буквально минут 10, и просто начинаются очень-очень сильные взрывы, которые мы никогда не слышали. Мы все начали бежать в коридор. И так как все сразу же захотели... Сейчас. Просто все сразу же захотели защитить Алишу, и все на нее упали. Кажется, что это как-то может помочь. И потом, мы легли на пол в коридоре, и потом, то есть, это, наверное, было, я не знаю, сколько это было секунд, это было недолго, но казалось, это было очень долго, и все начало трястись, какая-то вокруг везде пыль.
грязи, ты просто думаешь, что происходит, это закончится или нет, где я, что со мной. Но это было очень страшно. Оказывается, снаряд попал в дом, который был напротив нас. Все выбежали. Мой отчим с мужем моей сестры тоже выбежали. И снаряд попал прямо в дом и в машину к соседям. То есть она могла загореться. Они там что-то начали доставать этот бак. То есть мы все кричим, мы побежали в вот эту яму. Нам привели эту девушку, которая соседка. Все плачут, все кричат. Ариша тоже кричит. И я как бы до этого все время, до 7 марта, я их всех просила, давайте выйдем. Они мне говорили, что я ничего не понимаю, что я как бы не понимаю всей катастрофы, всей масштабности, и что это вообще невозможно выехать. И мне казалось, что после этого случая мы все должны выехать. Ну, то есть, потому что это ужасно, это страшно, и ну как? Ну, оказалось, что нет, мы никуда не выехали, нас просто перевезли в другое место, в подвал к другу мужа моей сестры, вот Руслана. Но подвал был более такой безопасный. Перевезли меня, мою сестру и Аришу. Я там пробыла 3 дня, там было немного потише, то есть взрывы, они были постоянно. Но я просто понимала, что это очень страшно. Из-за каждого взрыва я переживаю, что там как бы с мамой, как они там. И потом я все-таки решила переехать туда, к ней. Мы все были грязные, мы особенно, ну, как бы мы принимали ее там, да, подмывались, так сказать, но это было совсем мало воды, либо она была холодная, это было очень быстро, в любой момент может начаться большие вот выстрелы, ты постоянно падаешь на землю. И каждый раз я тоже говорила: мам, давай поедем, вот, пожалуйста. Они мне сказали: хорошо, мы поедем, если объявят зеленый коридор. Я говорю: а как его могут объявить, если как бы у нас даже нет связи? Ну вот кто-то придет, кто-то скажет, некоторые люди могли ловить радио. Чаще всего это было ДНР или вот что-то такое, где говорили: положите оружие, сдайтесь, и там все будет хорошо. Ну, то есть как-то что-то там вот такое, таким голосом. Вот. И потом к нам пришла мама Руслана, сказала, что дают зеленый коридор, давайте поедем. Все, я говорю: пожалуйста, мамочка, давайте. Но все сказали: нет, мы не поедем, потому что это очень опасно. Вот когда соберется 5 машин, тогда мы поедем. Мне было страшно, но я сказала, что все, мне все равно, я иду собирать по улице людей, я начала ходить по улице, там везде все летает, я начала стучать в дверь, говорить: пожалуйста, вот там, давайте поедем, вот у нас есть машина, есть ли у вас машина, есть ли у вас бензин, давайте поедем. Мне все говорили, что как бы ни у кого ничего нет, и они очень хотят уехать, но ни у кого ничего нет. И не знаю, можно ли это рассказывать и как это будет звучать, но просто чуть позже, спустя какое-то время, когда это все происходило, у нас там был склад недалеко с спиртными напитками. Там их было очень много. И когда его вскрыли, то у всех людей как-то вдруг появились машины, бензин, и просто все начали ехать. И я не понимала, почему так происходит. Я понимаю, что это может быть в маленьких таких периодах, но просто когда я ходила, молила и просила, говорила: пожалуйста, то все говорили: нет, мы ни в коем случае не поедем, потому что нет бензина. А тут вдруг у всех появились машины, очень хорошие, бензин, они начали ехать. И вроде как бы уже образовалась колонна машин, и мне сказали: да, мы поедем. Но наша машина стояла в гараже, и это было подальше, намного подальше, это вот уже другие районы. И я сказала: да, хорошо, мы пойдем к гаражам. А гаражи были около 99-й улицы, а все школы, все вот эти, на них кидали бомбы. Мы пошли туда, посмотрели, наша машина была в гараже, все было нормально, гаражи были целые, там даже охранялось, все было хорошо, но вокруг, конечно, все везде взрывалось, но вот именно вот этот кусочек было нормально. Я сказала: мам, вот все, машина нормальная, давай поедем. И она говорит, что нет, потому что какой-то мужчина пришел, сказал, что вот там уже ДНР, и сейчас это все скоро уже закончится. Потом я все-таки уговорила маму, чтобы мы уехали. И мы пошли к нам на район, а у нас многоэтажки. Это район называется Курчатово, там многоэтажки, там вот прям с поля. Мы пошли, чтобы забрать какие-то вещи, потому что как бы, мы ничего не взяли с собой, только документы и вот в том, что мы одеты были.
И то это уже все было грязное, потому что мы постоянно падали на землю. Пару раз мы ходили, у нас не получалось доходить, потому что было очень страшно, очень опасно, потому что ты идешь, и там такие большие взрывы и черный дым, и мы решали, что мы как бы не пойдем. И вот уже 23 марта мы решили пойти туда, чтобы забрать какие-то вещи. И мы идем, и мы оказываемся как раз на самом пике, где видно полностью наш район. И мы шли, я, моя мама, отчим, там еще один мужчина, и мамины подруга и друг, взрослые люди. И мы видим, смотрим наш район, и такой просто, я не знаю, что это за бомба, и что это вообще такое было, огромный огонь на весь район, полная тишина, потом такой огромный дым, и потом взрыв. И просто потом только вот эта взрывная волна, но мама сразу же просто в истерику, потому что, это очень страшно, то есть ты понимаешь, что если бы там 10 минут мы бы могли быть там, и просто бы нас бы не было. Но я почему-то сразу же в этот момент собралась и просто понимаю, что как бы, это может быть в любом месте сейчас. Потом, пока что я начала там обнимать маму, успокаивать, потому что, для нее как бы они копили очень много на эту квартиру, и только что этого всего нет. И потом еще раз эта бомба, потом второй раз, третий, и начинается, и как бы я понимаю, что это находится очень близко, то есть вот мы это видим. Я говорю, пожалуйста, давайте соберемся, давайте пойдем заберем машину, просто нужно уезжать. Мы пошли забирать машину, когда мы пришли в гараж, взрывной волной заклинило замок, начали его открывать, ничего не получалось, потом сломался ключ, он там застрял. Там был мужчина, который охраняет все эти гаражи, мы пошли к нему, взяли этот лом, и когда выбивали двери, это очень громкие звуки. Я понимаю, что это война, и если кто-то что-то увидел, услышал, какой-то громкий звук, то они могут скинуть туда бомбу, взорвать, да все что угодно. То есть это было очень страшно, мы очень-очень долго старались открыть этот замок. Приходили там разные люди, которые тоже у них буквально сейчас секунду назад взорвался дом, и прибегают взять машину. И мужчина говорит, что прям в гараж попал, и там тоже ничего нет. И потом в итоге мы как-то там что-то не распилили этот замок, мы открыли, мы ехали с открытыми окнами, все, мы приехали, оставили машину в одном месте, двигатель в другом месте, для того, чтобы там кто-то не пришел, не забрал, потому что мы боялись, что заберут это все, и как бы мы много чего боялись. Была ли еда, вода, как вы питались все это время? Удавалось ли выходить на улицу, чтобы что-то купить? Что происходило вокруг? Обстреливали ли соседние дома? Слышали вы уже эти постоянные взрывы? С каждым днем по магазинам еды становилось все меньше и меньше. То есть у нас было много еды, потому что у нас был холодильник, который был переполнен в морозилке. То есть у нас все размораживалось, у нас еще какая-то еда была. Я что-то покупала, там, понятное дело, что тоже покупали. То есть еда была, но уже потом, ближе к 15 этим числам к марту у нас еды все было меньше и меньше, но она оставалась, то есть еще было. Так как потом, когда мы уже были в подвале, то люди там ходили на метро, и оттуда уже какую-то еду, которая там осталась, то приносили в подвал. А так-то еда была. Начиналось очень сильное мародерство, то есть они разбивали даже не те магазины, в которых есть еда, а в тех, в которых есть какая-то техника. То есть они выносили все. И любую технику, даже мы когда шли, там люди выносили всякие там детские игрушки, все, то есть нужное, ненужное. Зачем им это? Мы не знаем, то есть они говорили, если не нам, то кому, то кто-то еще там заберет, то есть они выносили все. Даже там на Порт-Сити, когда уже зашли люди, они выносили и еду, также они брали себе и ноутбуки, и телефоны, то есть они брали все. И нужное, и ненужное. Еда была, папа с мамой у меня запасливые, у нас были там и макароны, и каши, и крупы, и консервы, и тушенка, в общем, разное это все у нас было. Мы кушали, то есть пока был свет, мы еще готовили дома, нормально все было. Потом, когда выключили свет, остался только газ до 5 марта, мы еще на газу готовили. Потом, когда выключили газ, у нас дома была печка, которую можно топить, и мы на этой печке продолжали готовить есть.
с 5 числа. Воду, когда отключили, мы уже за водой ходили. Еще приезжала машина от водоканала нашего местного к башне. Нет, не к башне, к кольцу трамвайному приезжала машина, водоканал у нас там возле района. В общем, мы с баклажками ходили туда. Я, брат и папа, мы ходили с баклажками туда за водой. Потом, когда уже бои перешли в тот район, мы перестали ходить туда за водой, и воду набирали в колодцах у нас дома. Не у нас дома, но рядом у соседей там у нас колодец был. Вы все время были в квартире или спускались в подвал куда-то, в бомбоубежище? У нас подвала не было. Мы сделали себе бомбоубежище из коридора. Мы в коридор положили подушки, матрасы, и вот коридор был наше бомбоубежище, подвала у нас не было. Попадали ли ракеты в соседние дома, либо в ваш дом? Дело в том, что в Мариуполе было все не так, как было в Буче, не так, как было в Ирпене. У нас наш город полностью разрушила авиация. Не ракеты, не грады. У нас наш город положила полностью авиация. На мой район 10 марта в 22:30 я проснулась. Мы спали с моим братом уже в коридоре. В 22:30 я проснулась от того, что я кричу. Мне в рот сыпется потолок. Я поворачиваюсь и понимаю, что мой брат не просыпается. На меня вылетает мама, на меня вылетает папа со своей спальни. За ними летит занавеска и багета. Проснулся Артём, и наш дом трусило и разваливало просто на нас. То есть на нас посыпался потолок, стены, просела крыша. Наш потолок стал в такой форме, полностью выбило окна вместе с рамами, разбились все люстры, которые у нас были стеклянные в доме, погнулись двери входные, забор наш, который дома, тоже погнулся полностью. В общем, то есть попадание было прямо, у нас дом был в низине, а эта бомба авиа упала за нашим домом соседям. У них вообще гараж снесло под фундамент, а она с ударной волной, получается, покосила дом, и как будто с двух сторон. То есть одна упала, и вторая упала там немножко дальше, и у нас дом из-за этого удержался, потому что волна была с двух сторон, и его как сплющило, в общем, потому что в разные стороны окна повылетали. И весь район моей Новоселовки, там жилых домов, которые в нормальном состоянии, их просто там нет. А там что, были рядом украинские военные? Почему они стреляли по домам? Не было никого. В этом вся трагедия происходящего. Никого не было у нас на районе. У нас рядом кладбище огромное и рынок оптовый. И ничего из военной инфраструктуры у нас нет, не было там никогда. То есть сказать, почему начали скидывать бомбы на наш район, я не могу. Было очень страшно. Было страшно, что хотят нас убить просто потому, что мы украинцы, потому что мы в Мариуполе, я не знаю, потому что мы просто люди. Вот тогда я осознала, что охота идет не на военных, а на гражданских людей. У нас никого не было из военных вообще. Я за все время войны украинского солдата ни одного не видела в городе. Ни одного. Когда случился авиаудар и попал в ваш дом, конкретно в вашу квартиру, где вы дальше находились? Мы сразу, мы были одеты и так, потому что 9 числа уже самолет там где-то рядом с нами летал, кружил, и уже дом трусился, но мы все еще думали, что, может, до нас не дойдет. И мы были уже одеты, и мы сразу взяли свои подушки и побежали к нашим соседям в подвал. У них был подвал на веранде глубокий, и мы побежали к ним в подвал, спрятались туда. Потом в эту ночь самолет пролетел и скинул еще через 3 часа еще 7 авиабомб на наш район. Мы считали, мы не могли уснуть, и трусило тоже дом наших соседей. К ним во двор залетел огромный кусок этой бомбы, железный осколок или, я не знаю, в общем, на крышу прилетело тоже им и нам осколки от всех этих бомб. Соседи все остались живы? Нет, не все. У нас на районе, я не знаю, сколько точно людей погибло, но когда мы вышли из дома, после того, как мы проснулись, мы слышали очень сильные крики людей, которые искали своих родителей. Они кричали: «Папа, мама», я не знаю, завалила кого-то, может. Знаю точно, что на нашем районе погибла девочка, 23 года. Бомба прилетела прямо к ним во двор, и их дом полностью сложился сверху вниз, и ее засыпало саманой. Дом из саманы был, ее засыпало саманой, и когда люди утром откопали ее маму живую, то ее уже не смогли спасти. Женщина еще погибла 70 лет по той же причине.
Ну, это то, что знакомые наши соседи, именно те, которые там дальше в домах, я никого не знаю, мы не выходили на улицу, мы ни с кем не общались, потому что было очень страшно даже в туалет выйти из подвала, потому что самолет кружил там бесконечно. Чтобы вы понимали, на мне было 4 штанов, на мне было 3 носков, на мне было 4 свитера, жилетка и мой пуховик, 2 шарфа, шапка и капюшон. Перчатки. Вот в таком всем я все время спускалась в подвал. В подвале было безумно холодно, ужасно просто. Мы мерзли там, и мне казалось, что мы оттуда вылезем без пальцев. В таком состоянии мы вот в основную часть времени находились в подвале, выходили только на поесть, и все, и обратно залезали, целый день сидели там. Ну, я не буду врать, у нас с едой было все нормально. Там мирные жители, которые жили там в подвалах, они готовили, выходили там даже было 1-е, 2-е, то есть такого плана. Вот, и вода была питьевая и тому подобное. То есть, а когда мы до этой ситуации мы жили как-то, я там ходил, помню, даже там одевал днем гражданскую одежду и ходил на рынок, там скуплялся, там есть рынок один, Эдельвейс. Где-то, я не знаю, где-то поехали, у нас было, мы взяли такую бумажку, что мы волонтеры. И мы поехали на склад, например, знали там на правом берегу склад со сладостями. Мы приехали, там уже была полиция, там была сладости и алкоголь. Мы приехали, показали нашу волонтерскую бумажку, нас пустили с ними вместе с полицией, мы взяли себе сладости сколько смогли и уехали. И так, мы раздавали всем. Я помню, что это было 8 марта, тогда точно помню. Я забил рюкзак сладостями и просто ходил по городу, по району там, и раздавал просто людям, женщинам, девушкам с 8 марта говорил, там, и давал там шоколадки, у меня были конфеты и тому подобное. Вот. А питались... нам много не надо было питаться, потому что ты постоянно в стрессе, ты особо есть сильно не хочешь. Там мы только обедали, и все, нам этого хватало. Мы просыпались, готовили на кострах, готовили из того, что было в каких-то просто, это сложно назвать запасами. У нас мы не запасались там, как и сейчас многие люди живут, то есть сегодняшним днем. Но что-то приносили с каких-то складов, вот наши там соседи раздавали, готовили то, что было. Часто это были макароны. У нас получилось достать мясо. То есть у нас еще несколько дней было мясо. Сначала мы доедали то, что было там в морозилках, у всех в холодильниках. То есть все, что вот осталось, мы сначала доели, и потом уже там то кашу какую-то сварим, то суп. Часто ходили за водой. Это была самая большая проблема и самый большой страх, что вот не будет воды. Конечно же, на там какую-то личную гигиену мы не тратили воду уже, то есть это только было там первые дни, когда мы еще пытались как-то там приводить себя в порядок, но потом уже никто об этом не думал. То есть зубы не чистили, не мылись? Да, я помыла голову 1 раз. За 35 дней. Да. И то это как бы я просто уже понимала, что нужно. То есть мы как бы там девушки все равно пытались там чуть-чуть помыться, но это все, во-первых, было очень холодно. Практически весь март у нас была температура -10, -12. В квартире очень холодно, на улице очень холодно. Мы когда был какой-то снег, мы собирали снег, топили снег. У девушек, в чью квартиру попал первый снаряд, у них была набрана ванная, и эта ванная замерзла, и мы пытались оттуда достать воду. Ходили в крыницю за водой, но это все было очень сильно опасно, потому что все это обстреливали, сидели там, говорили, что там снайпера, и на самом деле много людей, правда, ходили и не возвращались, потому что не было, потому что просто то попадет снаряд туда, где люди воду набирают, то кто-то там, то какие-то обстрелы, то пока возвращается. То есть это всегда было очень страшно просто сходить за водой. И мы очень боялись, что в какой-то момент мы не сможем уже, то есть нам некуда будет ходить за водой, мы не сможем набрать воды. Воды было мало, мы
не пили практически, то есть, ну, там, стаканы воды, этого всего как бы не было, мы старались. Конечно, да, там, что-то чуть-чуть мы все равно пили, иногда даже чай пили, но из-за того, что воды было очень мало, мы боялись. Ну, то есть это уже мы пили там, грубо говоря, с луж, с каких-то там искусственных водоемов, которые нашли у кого-то просто во дворе. Ну, то есть это вот вся вода, которая техническая. У нас это была питьевая. Дождь польет, мы тоже могли чай попить с дождевой воды. В основном это мы выходим там, мама там готовит, тоже это все под какими-то пулями, а они действительно летают просто вот прям возле тебя, кажется, готовили, и потом то там немножечко приберемся, пытались тоже как-то там подмести, чуть-чуть наладить это все. То за водой вот ходили, то вот папа мой ходил там какие-то склады, что-то найти, какую-то еду. И вот потом готовили обед, и все. То есть поели и просто сидели, то прятались, то просто сидели, ждали. Вот. И ложились спать очень рано, когда было небольшое затишье. То есть вот как только слышали, что затихло, мы сразу старались лечь спать, уснуть. До 2 марта мы находились в квартире. 2 марта в наш дом прилетел снаряд, и мы спустились всей семьей в подвал. Изначально мы так, родители сидя спали, детям постелили надувной матрас, на матрасах спали. Думали, что тоже так, почему надеялись, что все будет хорошо, все обойдется, там чуть-чуть пройдет время, и мы поднимемся наверх в квартиру. Но оно с каждым днем становилось все хуже. Мы в квартиру не поднимались. У меня бабушка в квартире жила, она не могла находиться в подвале, а все остальные мы жили в подвале. А снаряд, когда прилетел в дом, где вы были в тот момент? В квартире находились. Мы находились в коридоре. Ваша квартира не пострадала? Нет, оно прилетело в другой подъезд, начал гореть дом. И мы сами ездили, наш дедушка ходил, его тушил, соседи все. Мы очень сплоченно как работали у нас. Все так сдружились, потушили пожар. А вот сам момент прилета, вы помните, что это были за звуки? Ты понимаешь, вот когда летит именно в твой дом? Они, если честно, очень по-разному бывает. Бывает, когда ты знаешь, что вот сейчас что-то прилетит, потому что оно может со свистом лететь. А были моменты, когда оно вообще беззвучно, что-то вот прям момент резкий, взрыв, и взрывная волна идет. Когда прилетела в дом, не знаю, я лично спала в тот момент, было неспокойно вообще в городе, были слышны звуки, но они были далеко от нас. Я спала, потому что всю ночь не спали, мы с сестрой в ванной находились. И я уставшая была, я спала в комнате, и, получается, я помню моменты, что мама открывает резко дверь, кричит, чтобы я выбегала в коридор, и в момент прилетов в дом начинает трястись весь дом, и мы выбежали все в коридор. Я помню, что все очень на панике были, все были очень испуганы. Стекла не повыбивало? Нет, в этот момент нет. И как выглядели ваши дни в подвале? Что вы ели, пили? Изначально мы с дома там сносили какие-то продукты, там бабушка готовила у нас дома. Потом газ отключили в нашем доме после прилетов снаряд. Мы готовили потом на костре. Мы спускали мангал и готовили на мангале. У вас было достаточно запасов еды? Да, у нас дом соседний. Они были очень запасливые, и у них было очень много еды, они с нами делились. Они могли готовить на весь двор, чтобы кто-то мог приходить со своей тарелкой, там они могли насыпать еду, покормить, напоить, дать необходимое. Мы, в общем, с этим доктором, после того, как мы поняли, что мало того, что мы раздаем, люди начали получать осколочные ранения, и их начали стрелять снайперы. Вот. И доктор говорит, я не только детский, как он был? Педиатр, да, он был детский педиатр. Он говорит, я еще в хоккее работал, то есть я умею зашивать.
И к нам пришла, я никогда не забуду эту бабушку, надеюсь, она жива, баба Люба. У нее была насквозь простреленная рука, и он говорит, иди сюда. Я подхожу, он говорит, смотри, а там, именно мясо висит. А говорит, тошнит? Я говорю, нет. Говорит, значит, будешь со мной зашивать. И вот на протяжении 2 недель мы зашивали людей. Вот. Но я вообще никогда к этому... Я песни пишу, там, клипы снимаю, в театре играл. То есть до этого я никогда этим не занимался. Но я там действительно понял, что я нужен. Что действительно я не зря остался там. Что действительно мы многим людям помогли. Ребята до сих пор это делают. Они огромные герои, просто невероятные. Они до сих пор там остались. Мне прислали видео, ребята, которые выехали, другие, они перекинули им на телефон вот эти видео, и я скину вам эти видео, где мы зашивали людей. Вот, и мы очень боялись, что нас пристрелят за то, что мы помогаем гражданским. Мы начали записывать людей, потому что мы боялись, что мы зашиваем военных. Вот, и мы уже как в регистратуре прям записывали, смотрели, потому что боялись, что военных мы шьем. И если кто-то зайдет, то нас убьют. Вот, со всего города начали. Мы говорим, только не говорите, что мы вас зашивали. И они со всего города все равно приходили. И говорят, как вы узнали? Нам кто-то сказал, сказали, что вы единственный. Просто это было уже 20 или 22 число. И уже больницы не работали, больницы повзрывались, вот, они уже горели, доктора повыезжали, кого-то убило. И относительно мы единственные, кто там помогали, именно конкретно зашивали, первую помощь мы оказывали. А как вам, творческому человеку, брать, как там, нитка, иголка, или как зашивают? Да. И прямо в кожу? Нитка с иголкой сразу идет. Вот как вам это было делать? Не страшно, что что-то сделаете не так? Я был под чутким руководством доктора. Нет, не страшно. Наоборот, то, что я понимаю, что я был полезен, что я важен, нужен этим людям. Вот. Они на нас рассчитывали, и ты не можешь ошибиться. Ты, грубо говоря, это очень грубо, но ты становился бессмертным. Мы когда выезжали, я понимал, что нас не убьет, потому что ты нужен этим людям. Ты не можешь умереть. Вот. И какой-то ангел-хранитель нас защищал, и до сих пор ребят защищает. Вот. Потому что ты обязан не умереть. Потому что слишком много людей на тебя рассчитывает. Всех ли людей удалось спасти, или кто-то умирал на ваших глазах? Один приехал к нам, это почти уже 8, у нас как график был, с 8 утра до 8 вечера мы там зашивали. И одного нам в 8 вечера привезли, папа с сыном пытались выехать. Вот, и снайпер хотел убить 2 одним ударом, одной пулей. Вот, и сын, у него вот так разрез был по всей брови. Он вот так шевельнулся, видимо, и пуля прошла, просто разрезала кожу, и папе попала в голову. И они добежали. Вот, из таких жестких случаев тоже ребята вчетвером, за то, что папу не удалось спасти, мы просто его перевязали. Это были еще где-то 20-е числа, еще больницы не все горели, мы отправили их. Я думаю, что он не выжил. Вот. Потому что там сильное пулевое ранение, мы там ничего не смогли делать. Мы оказывали только первую помощь. Мы могли зашить, перевязать. Это вот первое необходимое было. Из таких историй к нам пришел мальчик, у него вот так плечо, кость торчит. Просто в 8 утра у него вот так кости торчат, он прибежал. Говорит, стоит танк, показывает им, разворачивайтесь. Они разворачиваются, и танк в спину просто им стреляет, и 3 убило, он единственный выжил, и он бежал пешком, потому что узнал, вообще, как он узнал, что мы там находимся, он просто с пробитым плечом, с костями прибежал, доктор его обратно засунул, мы зашили. Самый удивительный случай был, с женщиной произошел. Зашли денеки, и они сказали, выходите из квартиры, потому что нам удобно отсюда стрелять, там, позицию занимать. И они начали ехать и попали под обстрел.
и тоже снайпер хотел убить, ну, именно снайпер стрелял. И у женщины было 13 швов, короче, пуля вошла в грудь, вышла из груди, попала в живот, вышла из живота и упала в карман. И мы нашли пулю у нее в кармане, когда зашивали. Вот, но с ней все хорошо было. Вот. Из таких еще ситуаций был хлопец, он пошел за продуктами, поехал, и прилетел снаряд ему в спину. Нам его привели, он ничего не соображал, говорит, я хочу кашлять. Мы дали ему ведро на всякий случай, и он начинает кашлять, и у него из спины начинает бить фонтаном кровь. Заливает доктора. Я успеваю заклеить ему рану, а рана все равно разъезжается, и кровь все равно начинает брызгать по всему. Ну, короче, они нам позаливали вообще все. Вот, но мы его спасли. Так как у вас не было ни связи, ни интернета, ни электричества, вы понимали, что происходит по всей Украине? Вот какие разговоры ходили внутри города? Вообще кто-то от кого-то услышал, кто-то что-то передал кому-то, и такие вот новости ходили. А так, что именно происходит в нашем городе? Мы думали, что вот сейчас мы в самом пятачке находимся, и только у нас сейчас такое происходит, что центр города не трогают, что центр города целый. Мы думали, что немножко у нас тут утихнет, мы переберемся в центр, а оттуда мы уедем в сторону Украины. Но кто-то приходил, говорил, что там в драмтеатр попало, все, мы начали, мы понимали, что все уже и город начали трогать, что в городе точно такая же ситуация происходит. А что по самой стране происходило, мы не знали. У нас радио ловило только российское, ТНРовское. Что вот именно в стране происходило, мы не знали. Нам еще очень сильно помогло, у нас люди уехали 4 марта, оставили нам ключи от квартиры. У них тоже были продукты, и они наполнили ванную водой, не питьевой, а с крана, и мы ходили, у них воду эту набирали. У них квартира осталась целой, да? Окна не повыбивало? Когда мы были там, она была целая. Когда мы ушли, в следующий день прилетел снаряд, очень много снарядов прилетело в дом, и дом полностью выгорел. А ваша квартира в итоге осталась целой? Все пострадало. Когда произошло? Не знаю. То есть, когда вы уже выехали, да? Угу. Это как вы об этом узнали? Начали выставлять фотографии, видео, кто выходил уже потом оттуда, начали рассказывать. Там связь появилась, кто-то созванивался. У нас была общая группа, называлась «Наш дом», получается. И люди, которые находились в этот момент за границей, а родственники, допустим, находились дома, они все общались между собой, может, у кого-то какая-то информация была. И вот после того, как мы вышли, мы начали узнавать информацию о том, кто остался в доме. И когда они уже выходили, они выставляли видео, что с домом происходит, рассказывали, как они вообще оттуда выходили. Когда мы слушали радио, там мы уловили украинскую волну, для меня было очень странно, почему там где-то кто-то устраивает какие-то там, творческие моменты. То есть там говорили, да, о каких-то происхождениях в Украине, и я думала, как, здесь же война, да, почему они не могут, там, я не знаю, все прийти, не знаю, все Украины, и это было очень странно, что там, есть жизнь, здесь как будто бы, не знаю, как будто бы тебя все забыли, или, я не знаю, как это было очень непонятно, как они взяли сюда проехать. Когда мы выбрались уже, я увидела, что там снимают видео, и для меня было тоже странно, почему люди могут как-то там, не знаю, это все снимать, но потом мне объяснили, что там с каких-то дронов это все снимают, со спутников, но просто когда ты там, это, очень обидно. Нам тоже пришли и сказали, мы услышали по радио, что Зеленский отдал Донецкую и Луганскую область. Я тоже начала плакать, потому что, ты веришь каждой новости. У тебя просто сознание становится совершенно
совершенно другое. Кто-то пришел, сказал одно, вот, допустим, моя мама услышала одну и вообще историю, я другую. Я говорю, нет, он сказал это, он сказал, что есть зеленый коридор, что мы можем выехать. Она говорит, нет, он сказал, что там, когда вы выезжаете, стоит очень много машин на Мирекино, это рядом, которые в городах, и никого никуда не пускают. И ты, то есть, только догадываешься. Я уже хотела идти пешком, потому что, мне было все равно. Мне, честно, хотелось просто умереть уже. Потому что это, не знаю, это просто раз и все. Город сдала наша власть, то есть наш городской совет, наш мэр, наш заммэра. Я лично видела, я жила в том доме, где в соседнем доме жил заммэра. И я еще говорю своей подруге, классно, говорю, он здесь остается, значит, все нормально. То есть он должен был с нами быть в этом же паркинге и так далее. Я его видела. 26 февраля, когда начали уже сильно бомбить, он просто уехал. Мэр уехал 24 числа, его не было. Это прямо проверенная информация от людей, которые это знают. Городская власть, я не видела никого. Я знаю только отдельных ребят, которые помогали и выехали тоже там в 15-20 числах. Это руководители больших предприятий, это депутаты, это помощники депутатов. Бросили всех. Просто бросили всех для меня эта ситуация очень непонятная, потому что никто никого не эвакуировал, город был абсолютно не готов, то есть не было никаких бомбоубежищ. То есть ты заходишь в паркинг, то есть паркинг и подвалы новых домов — это самое лучшее, что могло быть. Но туда заходили все на свой страх и риск. Вот мы заходили туда, если завалит, то как мы будем выбираться? По поводу военных, я лично видела военных, которые приезжали, украинские военные, полицию, и это были не рядовые полицейские, это был руководящий состав, которых я лично видела, с которыми я лично общалась. Военные открывали до последнего склады, магазины, разрешали брать все людям, когда, город уже просто отрезан от всего. Когда говорят о том, что меня Азов выгонял, кто-то еще меня выгонял и так далее, я всем отвечаю, что я не видела. Я видела то, что было здесь, я видела то, что привозили нам, я видела то, как помогали нам. И от всех моих друзей и от всех людей, которые выехали из Мариуполя, я слышу только то, что украинские военные, они крутые, они помогали. Это просто жесть, что там происходило. Я понимаю, когда выносили, вот у нас во дворе был садик, и числа, наверное, 11 марта этот садик просто начали грабить, когда уже начались прилеты по району, и когда уже некуда было бежать. То есть приезжает полицейский, я говорю, скажите, пожалуйста, говорю, куда, какое безопасное место есть, где, что делать? Говорю, нельзя выехать, вывезите в безопасное место. Они говорят, нет безопасного места, заходите, пожалуйста, в подвал и сидите в подвале. Я говорю, если его завалят, вы нас оттуда вытащите. Он говорит, все знают, что вы здесь, по возможности вытащим. Через дом горит просто дом, это центр города, просто туда был прилет, горит дом, туда приезжает пожарная, его не могут потушить. Полиция оставалась в городе до последнего, это был руководящий состав, который, я же говорю, я лично их видела, я лично с ними общалась, это те люди, которые были в городе до последнего. Они остаются там до сих пор. Некоторые, я знаю, что... То есть военные, они же выполняли какие-то задания, то есть они выходили за часть города. И некоторые просто не смогли туда вернуться, потому что, это смерть. И они сейчас выполняют эти задания на других частях Украины. Они не сдались, не ушли и так далее. Просто очень многие военные, они действительно вышли из города. В эти дни, когда была массовая эвакуация жителей, они вышли из города. Вот так. Меня никто не выгонял. Я просто пытаюсь понять, так как, дают интервью люди, которые вообще между собой не знакомы, даже если вы знакомы, я об этом, заранее не знаю, потому что я рандомно выбираю людей. И кто-то говорит, что военных не было, что мэр сдал. Кто-то из мэров, которые выехали, говорят о том, что они выехали, потому что, смысл им сидеть, их расстреляют. Вы говорите, что Мариуполь не был готов по бомбоубежищам к обороне. А я вчера вечером смотрела интервью, где, по-моему, директор Азовстали говорил, что мы готовились с 2014 года, поэтому под Азовсталью там сидит много людей, там даже ядерный удар может выдержать. Почему у всех разная информация? Я не была в Мариуполе, поэтому я все узнаю, исходя из того, что мне говорят.
Там разный берег, разная информация. Почему одни говорят одно, другие другое? У нас очень маленький город, и, то есть есть определенный костяк людей, ну, то есть все друг друга знают, и там у кого-то знакомый директор завода, у кого-то там кто-то еще. Но там была такая информация. В Азовсталь действительно все эти 8 лет завозили провизию, завозили воду, завозили все. Но даже те семьи, которые... Ну, то есть у нас есть друг, который непосредственно там был, и он был там до последнего, и он достаточно серьезный человек, который там этим всем занимался. Но там даже если почитаешь эти чаты, то есть... мужчины, которые увозили туда свои семьи, там все семьями находились. То есть день пишут, я привез свою семью на Азовсталь, там безопасно. Другой день, я не привез свою семью на Азовсталь, там безопасно, нужно уезжать. То есть да, действительно, оно готово, но, опять же, этот ресурс, до Азовстали нужно добраться. Это, во-первых. Было хорошее бомбоубежище в порту, и там было очень много людей, это тоже я знаю с первых рук. Руководители крупных предприятий оставались в городе до последнего. Оставались в городе депутаты, оставались в городе люди, которые там связаны со всеми муниципальными службами. Они оставались, они до последнего помогали, то есть есть список людей, которые там остается до сих пор и что-то пытается делать. Кто-то выехал на территорию, то есть кто-то остается там, кто-то ездит там в Донецк, покупает продукты и возвращается в Мариуполь. Я не понимаю, почему наш мэр не мог этого сделать, почему мэр не обеспечил. 28 числа я стояла у нас в ресторане, напротив меня стоял человек, который руководил эвакуацией людей с Артаны. Я стою ему говорю, Кирилл, ты понимаешь, что всех здесь кинули? Он говорит, я понимаю, всех кинули. Просто. И никто не помогал. Когда я звонила всем и говорила, дайте, пожалуйста, бензина для генераторов, дайте, пожалуйста, откройте склады с провизией, я знаю, что у вас это все есть, это все разграбят все равно этого не будет. Я говорю, мы будем кормить людей до последнего. Мне откликнулись только те люди, которых я знаю, то есть это рестораторы, некоторые свои, люди, с которыми я работала, которые там открывали свои склады, отдавали продукты, которые открывали свои кухни, которые вплоть до того, что, знаете, собирали бутылки, и они там стояли где-то в мешке, и мне звонит директор ресторана этого, говорит, Юля, приедьте, заберите для коктейлей Молотова бутылки. И мы с девочкой просто сели на машину и под обстрелами поехали забирать эти бутылки для того, чтобы передать ребятам. Но наша власть, она сработала, то есть наш городской совет, он, нет ни одного человека, который поддержит, включая тех людей, которые оставались в Мариуполе до последнего. Вот депутаты из партии Вадима Сергеевича Бойченко, с которыми я лично общалась, с некоторыми, все прямым текстом говорят, он мудак. Я даже выставляла к себе в Инстаграм, что пусть вы легитимны, вы мудак, я готова ответить за это в суде, потому что то, что вы сделали, это ужас. Я не политик, я не военный стратег, но я считаю, что из-за того, что наша страна не отбивала Донецк, из-за того, что мы не отвоевывали Крым, из-за того, что Путину очень нужен сухопутный коридор до Крыма с Россией, я думаю, что именно поэтому Мариуполь стал такой важной стратегической точкой. Я думаю, поэтому. Я брала интервью у девушек, мы вообще не разбираемся в военном деле, и некоторые говорят, что Мариуполь сдали, выехала администрация, что почему не было подкрепления, почему не дали рыть окопы. Вот вы, как человек с боевым опытом, можете мне объяснить, обычному человеку, действительно ли сдали, действительно ли не было подкрепления, либо сделали все, чтобы Мариуполь выстоял? На тот момент, когда еще был в Мариуполе, я списывался с другом, который с морской пехоты украинской. Я сказал, он был в Волновахе, я говорю, что у вас есть что-то известно по подкреплению сюда? Он говорит, мы идем, но нас постоянно разбивают. То есть, это с его слов. Я не могу утверждать, что какая-то была шла подкрепление. С его слов они шли, и их просто разбивали, и он попал в больницу. То есть не давали рыть окопы, так сейчас война настолько, что окопы не особо сильно помогут.
Просто, может быть, вместо, например, каких-то фонтанов, которые были в Мариуполе за бешеные деньги построены, за эти М-фест, если вы знаете, М-фест у нас такое было, трехдневная вечеринка, типа, очень много денег, очень много, это очень дорого. Ну, трехдневная вечеринка на пляже была, то есть там все звезды приезжали. Вот. Вместо этих денег можно было купить ПВО в Мариуполь какое-то, можно было какие-то сооружения построить, потому что это, все понимали, что рано или поздно это случится. Начали вкладывать в такое, хотя можно было избежать, если бы вкладывались в военную какую-нибудь защиту. Несмотря на то, что они там говорили, что вот, все, мы такие классные, взяли там вообще чуть ли не всю Украину, я знала, что такой ад творится только в Мариуполе. А как вы узнавали информацию? Когда не было связи интернета, никак. Я просто верила. Я просто знала, что наши нас не предали. Если такая ситуация, значит, что-то не получается. Значит, нужно время, нужно терпеть. Как долго вам удавалось кормить людей, возить помощь? До какого числа? До 5 марта. Потом точечно у нас ребята, наши повара, которые могли приходить в ресторан, то есть у нас там был мальчик, который жил в соседнем доме, у нас был определенный запас продуктов, он просто выносил эти продукты, там раздавал бабушкам, ходил по району, это все делал, плюс часть продуктов у нас в другом ресторане, то есть тоже от владельцев одной и той же сети, и когда уже у всех там разбомбило дом, в этом ресторане жило 50 человек. То есть, когда пропала связь, и я с другого конца города шла, чтобы словить связь и просто кому-то позвонить, потому что вот с 3 марта первый раз я смогла дозвониться до кого-то 9 марта. То есть я вышла на связь, там все потеряли, понятно, и я просто вышла, и над тобой просто все летает, у тебя над головой сбивают беспилотники, он вот так спускается на парашютике, мы идем, полностью идут обстрелы, и я вот так вот включаю телефон, я могу дозвониться, еще словить интернет, и я подготовила текст весь, который нужно разослать. Мы же не знаем, что там. То есть когда мы были отрезаны от всего, мы сидели, а нас все забыли. То есть мы здесь умрем, действительно, мы здесь умрем, а нас все забыли. И я подготовила огромный текст, у меня есть там подруги-журналисты, которые в Киеве, там, то есть друзья, которые не в Мариуполе. Я включаю телефон, и просто мне начинают все звонить, я отправляю этот текст. Вот я помню свои первые слова, я дозвонилась до своей подруги, которая меня искала по всему городу, между прочим, с усилиями военных, которые привозили людям продукты, которые заходили и просто искали людей, которых было нужно. И я звоню, я помню, я просто слышу, моя подруга плачет и говорит: я думала, что ты уже все. Я говорю: так, закрой рот, слушай меня, не рыдай, надо сделать то-то, то-то, то-то. И она сбросила потом уже, когда мы могли ходить ловить связь на 15 этаж, мы узнали, что можно в нашем районе, и она сбросила мне этот маршрут по эвакуации, то есть как нужно ехать и что нужно делать, где проезжать, где не проезжать, как ехать, что с собой брать и так далее. Вот эти вот моменты. С 5 по 15 где вы были? С 5 по 15 мы переезжали из квартиры в квартиру, то есть с 5 мы, когда хотели выезжать, мы не выехали, мы переехали на другой район, то есть к маме моей подруги, и мы не смогли выехать, остались там. Потом, когда начали бомбить районы, для тех людей, которые знают, это 23-й, когда начали уже просто прилеты, ты просто каждое утро открываешь глаза, а там нет 2 этажей в доме, то есть там прилет, во дворе падает, ты не знаешь, что делать. Я говорю: давайте поедем к моей бабушке, говорю, в центр, там тихо, спокойно, все хорошо, говорю, давайте поедем. И нам все сказали, то есть у нас были ребята, соседи, МЧСники, это уже все готовили на костре, уже этот был хаос, то есть люди ломали перила, чтобы топить костер, чтобы можно было приготовить чай. Люди ходили на криницу за водой. Вот вся ситуация, ты идешь за водой, в 5 метрах стоит град, который стреляет. То есть если он стреляет, то туда, собственно, прилетает. А за 4 километра уже стоят русские военные. То есть вот настолько это было близко. И мы переезжаем в район, там все спокойно, там люди, как ничего и не бывало. И в первую ночь мы ложимся спать, и у нас вылетают все окна в доме.
Мы лежим в кровати, и я помню этот звук, это разрывалась мина где-то там в 2 метрах от дома, и я помню, я открываю глаза, мы спали все в соседних комнатах, у нас 3-комнатная квартира, мы были вшестером. И я просто помню, вот первая фраза, говорю, все живы. Ну и все живы. Дети вскрикнули, то есть была моя младшая сестра и младшая сестра моей подруги. И они начали плакать, и я говорю, тихо, все живы. Я говорю, собрались, пойдем в тамбур. И вот с 11 марта начались очень сильные прилеты, то есть ты смотришь в окно, и каждый день нет частного дома. Ты идешь на колодец за водой, там по 15 трупов. Вы сидели в квартире или все время спускались в подвал? Нет, мы сидели в квартире, мы в подвал спустились уже только 11 числа, так как в квартире мы сидели между несущимися стенами, которые, могут выдержать хоть что-то. И так мы в подвал не спускались, только уже после того, как нам прилетел снаряд. Это, наверное, от самолета, потому что очень большая воронка. Тогда уже мы поняли, что нужно спускаться в подвал, и мы поняли, что у нас нету жилья, то есть нам нужно спуститься в подвал. Получается, 10 марта нас бомбили с самолетов, то есть у нас повылетали, у родственников, полопались рамы на окнах, и то есть поразбивались, то есть в квартире было холодно. Тогда мы уже решили пойти к ним, и потом уже прилетела вот эта бомба большая. Я не знаю, но это просто суть в том, что если бы это было слышно, что она летит, она была какая-то тихая, то есть все, что... когда мы уже поняли, что она упала, это то, что была очень яркая вспышка. И все. А потом уже все полетело на нас, и тогда мы уже решили, что нужно спускаться в подвал, потому что нету ничего. Где вы в это время были, когда прилетела ракета? Мы были как в спальне детской, а родственники уже старшие, то есть мама, как я ее называю, и они были в коридоре, то есть у нас в коридоре был такой стульчик, мы на нем кушали, потому что там не было окон, и мы там кушали, то есть они были там, а мы были в той комнате, как раз возле которой упал этот снаряд. То есть нам говорили, что если бы не гаражи, которые вот стояли перед этим домом, и не пристройка, то, возможно, бы нас уже и не было. Так нам очень сильно повезло. Ведь 11-го еще бомбили не только, эта бомба, какая-то упала у нас, еще тогда горел 98-й дом. И там умерла одноклассница, тех, к кому я ездила. То есть, что их привалило просто плитами, и их теперь нету. А какие ощущения, когда прилетает вот этот снаряд, а ты сидишь в квартире? Это очень страшно, потому что мы сидели... Вот когда мы еще были в квартире родственников, мы сидели всегда в коридоре. Это было очень страшно, потому что... Вот тогда, когда бомбили именно с самолетов, было еще страшнее, потому что мы сидели все трое, это я, Саша и бабушка. Мы сидели кубкой, а другие люди, которые тоже, живут в той квартире, они были в подъезде. Это было очень страшно, потому что дом ходил ходуном, его очень трясло. Я помню, когда мы бежали в коридор, еще было такое, что был уже удар, и была тень, которая прошла по двери, и я не знала, что это. То есть, или это окна вылетели, или это что-то упало. Я даже не знаю, как это передать словами. Я могу сказать, что это очень страшно. Ты молишься, но ты уже прощаешься с жизнью, потому что ты не знаешь, прилетит что-то сейчас в твой, в дом, или ты останешься живой. Яркая вспышка, потом на нас полетели, на нас вылетело окно и куски стен. И когда оно уже прилетело, нам начали кричать те, кто были в коридоре, типа, выходите быстро оттуда. Я ушла, там осталась Саша и бабушка, и я не знала, как они там вообще, потому что я шла, потому что кричали «выходите». И вот когда они уже вышли, это было, я даже не знаю, то есть ты забываешь, кто ты,
и что нужно делать, потому что ты не в сознании как будто. Ты вот стоишь, но ты не знаешь, что делать, что дальше и как будет. Когда вы ездили, что вы видели в целом? В основном разорванных людей. И хочется сказать, знаете, что если ад существует, то он холодный. В аду очень холодно. Вот. Именно почему-то такие ощущения. Ну, там просто сгоревшие дома. Вот этот пепел, как снег, падает. Вот. Просто дырки. Людей как смогли вот так по бокам, чтобы машины проезжали, чтобы по людям не катались. Их просто в бок передвинули. Кто какими-то куртками понакрывал. И вот они там лежали. Вот. Ну, там, ни деревьев, там ничего нет. Там, я не понимаю вообще, как люди там остались жить. Там ничего нет. Ну, там нет жизни вообще. На моих глазах у нас во дворе хоронили вот мужчину. У нас практически возле каждого подъезда есть там какая-то яма, могилка. И мы когда шли, мы ходили по городу, и мы прям видели, что лежат свежие, лежат те, что лежали уже там неделю назад возле каких-то магазинов, там возле... В общем, везде очень много трупов. И их никто не убирал, все это время, пока мы там были, потому что это просто некому было сделать, только если там какие-то родственники, знакомые, знали, что этого человека они могли там похоронить. Трупов было очень много людей лежало на улицах, очень много людей уже были закопаны во дворах домов. Некоторые были прикрыты просто какими-то шиферными листами, пакетами, какими-то тряпками, куртками, головы были прикрыты. Людей бесконечное количество. Я думаю, что информация, которую нам говорит Вадим Бойченко, наш мэр, о том, что там 20 тысяч погибших, это полная ложь. Я считаю, что погибших в нашем городе в 2 раза или в 3 больше. У нас очень много людей погибло. Мы когда были уже у папиного брата, к нам прибегали люди с драмтеатра, которые по Торговой улице, у нас там сталинки расположенные дома, для того, чтобы к Азовстали подойти, нужно было эту торговую улицу пройти. И вот ее в один момент начали ложить авиацией с самого утра, и люди оттуда прибегали в крови, в тапочках, в халате, кто в чем был, с детьми на руках, с животными в руках, без вещей, они прибегали в крови и кричали, что там все люди, которые были в этом доме, они все погибли, потому что никто не ожидал, что тот район будут бомбить, и никто оттуда не эвакуировался. Там очень много было людей, нам сказали. И потом 16 марта на драмтеатр сбросили бомбу, где пряталось около 1000 цивильных людей. Там погибших я вообще не знаю сколько. Туда мы даже не ходили, потому что было очень страшно. Туда даже не пускали нас русские военные. Но я уверяю, что количество жертв гораздо больше, чем 20 тысяч. Да, объявили, что 600 человек погибло в драмтеатре. Я точно не могу сказать, сколько, но то, что там около 1000 пряталось, это точно. Потому что люди, которые приезжали с левого берега, наши там знакомые наших соседей, они говорили, что они на драмтеатр пошли прятаться, а потом после этого никто даже не узнал, что с ними. И сейчас я тоже не знаю, что с ними, выбрались они, не выбрались. Приезжали с разных точек города туда, потому что драмтеатр стоял 100 лет, и это драмтеатр в центре города, и он прямо у нас на площади. То есть какой смысл, думали люди, туда что-то скидывать, если это драмтеатр. На моих глазах расстреливали танки, многоэтажки, 9-этажки. Это было на моих глазах. Это не то, чтобы мне кто-то рассказал или я где-то по телевизору увидела. На моих глазах русский танк в тот день, когда к нам в дом Росгвардия зашла, вот после того дня они начали зачищать наш район, где мы были. И 9-этажки, которые были вокруг нас, они их просто приходили и бомбили либо с танков, либо с каких-то РПГ по верхним и по нижним этажам. Прибегает мальчик и говорит, там, мужчине ногу оторвало. Он побежал там что-то делать. Побежали в полицию, чтобы забрали хотя бы на скорой, чтобы оказали какую-то помощь, его забрали. Собака приносила во двор куски рук и ног. Мама моей подруги врач, и когда прилет был очередной в колодец, и кто-то прибегает и говорит, там попало, говорит, там все валяются, там всех завалило, нужна помощь. И она приходит и просто, она приходит и говорит, там уже никому не поможешь. Этих людей накрывали, закапывали, и все. И туда люди продолжали ходить за водой. Рамина — это центр города.
для меня это все то, что там происходило, для меня это какой-то... Ты выходишь просто... мне было сложно находиться дома. Я говорю, мы будем идти в подвал. Мы выходили утром готовить какую-то еду, чай, что-то еще, и мы просто сидели на улице. Как сидели? То есть ты 5 минут сидишь возле костра, летит самолет, ты забегаешь в подъезд. 5 минут стоишь на улице, но ты находишься на улице, потому что дома небезопасно. Как только ты заходишь, очередной прилет, горит дом. Очередной прилет, горит дом. Разрывается мина, летят осколки. Ешка была. Один раз мы смогли словить интернет в центре города, но туда уже было очень страшно ходить. Это просто люди не возвращались оттуда. И люди, которые туда ходили, говорили, что там просто трупы. Просто трупы, потому что туда просто шарашат непонятно чем. И чтобы словить связь в другом месте, можно было залезть на 15 этаж дома, который рядом с нами. Это ты ловишь минимальную связь, чтобы написать смс-ку, сказать «я жив, я жива», и все, что за новости, какие новости. Все. И интернета не было уже. Интернет один раз я словила, это было 9 марта. А что говорили люди, которых вы спасали? Какие они вам вопросы задавали? Ой, если честно, то большинство людей, которые... не большинство, но большинство людей было в шоке. Они ничего не задавали, они не разговаривали. Остальная часть людей, которые, скорее всего, были не поцарапаны, а родственники тех, которых попало, в которых ранило, да, там и были парни нашего возраста, 28-29 лет, они кричат, почему нас не защищаете? То есть ты сам парень, у тебя есть руки, ноги, ты здоровый чувак, ты можешь то же самое делать. И почему вы не сбиваете самолеты? Как я, как человек, как парамедик, могу сбить с автоматом самолет? Просто ты понимаешь, что ты приезжаешь, там, латаешь ребенка, я так называю, латаю, наложишь жгут, делаешь тампонировку раны. То есть ты это все, просто первая медицинская помощь, чтобы в больницу отвезти. А тебе начинают кричать, то все. Ты понимаешь, что ты помогаешь просто людям, чем можешь в данный момент, чтобы с их родственниками ничего не случилось. Они начинают тебя нагнетать, начинают все это, и иногда не очень сильно нравится. Из-за этого было куда-то приезжать, но большинство людей просто бывало, что помогали нам. Мы, например, что-то надо, у нас 3 человека, а на носилке на 4. С нами мы берем одного человека, просто он говорит, я с вами поеду. Мы говорим, поехали. Мы просто в больницу, он нам потом помогает вывести, отвезти в больницу, отнести непосредственно. То есть большинство людей это, которые просто молчали, потому что от шока они не хотели ни говорить, ничего и тому подобное. Много людей удалось спасти? Я не знаю, как спасти, потому что я не считаю, что была прям настолько критична у людей ситуация. Тех, кого мы вывозили, мы каждый день мы туда вывозили. И мы были на роддоме, когда его обстреляли, скинули авиабомбу, мы туда сразу же тоже приехали. И всех, кого мы возили, мы знаем, что все остались живы на тот момент, когда мы уезжали. Так что мы не считались, честно. А вы видели интервью этой девушки из роддома? Я не видел интервью, мне скинули и написали просто сообщение, что там было сказано. Я даже не хотел смотреть интервью, потому что, бессмысленно. Но вы видели этих девушек? Да, я видел этих девушек. То есть когда вы услышали, что это актеры, либо блогеры, либо подставные какие-то лица? Я даже не слышал, что об этом говорили. Я просто слышал, что она сказала, как мне написали, что она начала обвинять кого-то. Я не понял, кого. Сказали, что... Это вы говорите, когда она выехала на сторону России, да? Нет, я говорю это про российские СМИ, которые сказали, что это блогеры, что... Да, я слышал и информацию, да, что это и сделали специально, как не кулисы, а как хромакея, сделали, этот роддом и тому подобное. Много каких информации было. Просто ты понимаешь, что это цинично. Это было как в 2014 году, то распятый мальчик у них, то снегири и тому подобное, поэтому воспринимать эту информацию это глупо. Что еще можете рассказать из увиденного? Что люди у нас сильные, так как... я просто помню момент, когда мы приехали, там было пересечение, кажется, строителей, и я не помню, какого улицы, это было на 20-м микрорайон, кажется, 9-этажки. И туда только прилетели грады, я так понимаю. Я начинаю просто... У девочки было лет 19, у нее были осколки в шее,
Вот, мы начинаем обрабатывать раны. Я понимаю, что их не достать сейчас, лучше дать это профессионалу, потому что вокруг еще очень много людей. И подходит ее брат, палец оторвало брату. Вот. Ну, мы тоже то, что надо, мы сделали. Подошли еще их родители, и я говорю, что мы вас будем вывозить. Но у нас очень маленький бус, поэтому что будем сейчас думать? И парень просто говорит, что мне надо вывозить, я здоровый, главное, мне обработайте рану. И просто скажите, куда вы вывозите моих родственников, чтобы я сейчас собрал какие-то вещи и пришел в больницу. То есть вот этот парень, там ему может тоже 18-19, хоть он и с ранением, которое, да, незначительное, но все равно есть ранение, и он потом, я так понимаю, пришел. Мы сказали, что мы поехали в третью больницу, в третью БСМП, недалеко оттуда, и он пришел, я так понимаю. Где вы находились, когда с братом произошла беда? В общем, мои родственники, они приехали к нам с мамой, к бабушке, они жили на Пентагоне. Вот, это другой район. Они приехали к нам, и мы жили где-то 12 человек в двухкомнатной квартире. Вот. Потому что действительно Ильича, наша ближняя, оно было относительно самое безопасное. Туда меньше всего, до 25 числа было меньше всего прилетов. Вот. И мы жили до 16-го. Вот. И 16 или 15, не помню, 15-16 число это было, вот, но ребята решили, они съездили домой, посмотрели, что дом цел, вот, и уговорили моего дядю, маминого брата, что давайте вернемся. И они вернулись. И в тот же день прилетел снаряд и осколком разрезало моему брату сердце. Вот, и он в тот же день погиб, хотя он говорил, что он не хочет ехать. Вот, он как будто чувствовал. Ну, там очень много разных историй. Например, у моей мамы есть дата ее смерти. Это как? Вот. В Нептун, плавбассейн Нептун, там привозили продовольствие. Вот, там раздавали. И там надо было записываться. И мама записалась, я не помню, 12 или 14:20 она должна была прийти на следующий день или через 2 дня. Вот. Я зашивал людей, а мой друг не захотел или не смог пойти. Мама говорит, пошли, я сама не дотяну продовольствие. Вот. Он говорит, я не пойду. И она такая, ладно, я тоже не пойду. И в этот момент прилетает в Нептун и убивает там братская могила. Прилетает именно ракета через 20 минут, то есть она была бы там. Но из-за того, что я был занят и Вил не захотел, то прилетела туда ракета, но и мама не пошла. И самое интересное, что туда посвозили беременных женщин. И они все почти, кроме одной, все погибли. Но ребята под обстрелами побежали туда и 2 часа кричали, есть кто живой? И одна женщина откликнулась. И они 2 часа под обстрелами копали ее. Там 3 или 4 метра глубиной, вглубь. Они били, там где-то 20 или 30 человек пробивало и достали одну. Они спасли одну беременную женщину, но она была без ноги уже. Ну, это из выживших. Да. Зачем они осознанно стреляют по мирным жителям? Я не могу дать на это ответ. Они знали, как и драмтеатр, как и Нептун, там большое скопление именно мирных жителей. Там видно было, там военных, ну я не знаю, 700-800 метров не было вообще. Как вы решились на эвакуацию? Как вам удалось выбраться? Как решились на эвакуацию, когда горят все дома вокруг, когда прилеты и мины, и когда ты уже стоишь, и ты просто думаешь, ну все, вот если не сегодня, то сейчас. 14 марта кто-то выехал, кто-то начал массово уезжать, кто-то пришел и сказал, да, надо выезжать. Мы собрались, организовали колонну и самостоятельно выехали. Мы доехали до Бердянска. В Бердянске, мы были не в Бердянске, мы как-то проехали, то есть нас приютили наши знакомые знакомых. Это 12 километров от Бердянска. И настолько было хорошо, потому что это вот
от Новоазовска до Запорожья полностью оккупированная территория. То село, в которое мы заехали под Бердянском, это осталось украинским селом. Я не знаю, как сейчас, но тогда, когда мы выехали, оно было украинским, то есть там не было никого, это как буферная зона была. Мы не могли... Нам не хватало бензина, чтобы доехать до Запорожья. Мы искали бензин и общими усилиями нашли, потому что бензин продавали за 15-20 тысяч канистру. Было очень много... Да, наши знакомые покупали бензин по 15-20 тысяч канистру. Это продавали свои. Это не продавали русские, это продавали просто свои. То есть люди, которые затарились, которые все это время сидели, то есть в селах, которые были при городе, у них была возможность заправиться бензином, и они продавали эти канистры по 15-20 тысяч. Ну вот таких людей нужно какую-то создать отдельную базу тех, кто наживается на войне и просто, Да. не знаю, что с ними сделать. А там уже были такие случаи, когда просто чувак, он обманывал людей, брал по $2000 предоплаты с семей и просто не вывозил людей. Его нашли наши военные, и он очень, очень хорошо извинялся на камеру, потому что вот так до сих пор люди, я просто звоню, мне говорят $2000 за место. Чем люди думают? Чтобы довести человека. Я говорю, что вы будете с ними делать? Говорю, в России доллары не нужны. Говорю, что вы будете с ними делать? Что? Вот так. Я понимаю объективные суммы, да, человек действительно, то, что сейчас делают ребята, которые перевозчики, я понимаю объективные суммы, да, ты, возможно, рискуешь жизнью, ты там тратишь свое время и так далее, но, наживаться на войне так подло, так грязно. О сознательности наших людей, буквально позавчера мне звонит женщина, которая выехала из Мариуполя в те же дни, как мы сейчас ищем куратора в гуманитарный штаб в Днепропетровске, и она мне звонит, и у нее первая фраза: «Сколько вы мне зарплату будете платить?» То есть я смотрю, что своих же топят. Вот серьезно. То, что сейчас происходит, свои же топят своих, и каждый пытается друг друга уколоть. Кто-то не говорит на украинском языке, кто-то не то, кто-то не сё, кто-то недостаточно сильно помогает, кто-то недостаточно сильно занимается волонтерством. Но вот этот ужас, который происходит, я всем каждый день говорю о том, что мы каждый день получаем там очень много заявок на помощь. И та команда, которая у нас собралась, и часть этой команды — это вообще рандомные люди, девочки из Киева, девочки из Одессы, которые также под обстрелами ездят в эти гуманитарные штабы, помогают людям, собирают эти посылки, и они говорят: «Боже, это наша боль такая же, как и ваша, и она еще сильнее ощущается». Никакой эвакуации не было. Мы сами выбрались. Но это было на свой страх и риск. По слухам, люди начали говорить, что у нас возле Порт-Сити, возле метро, на выезде из города ходят автобусы до Володарска. Что можно туда прийти, и там они регулярно ездят, и можно уехать. И мы на свой страх и риск 3 дня подряд ходили туда, узнавали информацию. Каждый день мы ходили туда. Это несколько километров от нашего дома. Очень далеко, вверх. То есть нужно было целый район города обойти пешком. Мы туда ходили с моим братом, и мы узнавали информацию за автобусы. Когда мы точно убедились, что эти автобусы будут, мы пришли к маме, сказали, что все, собирайся, мы будем уезжать. И когда 29 марта утром мы пошли еще раз точно убедиться, нам солдаты сказали, что если вы не уедете сегодня, то мы закрываем город завтрашнего дня, и вы не уедете вообще. И мы в срочном порядке, это было 3 часа, я помню, как сейчас, мы как бешеные летели с Артемом домой, забрали маму сумками и побежали туда, обратно. У вас же не было связи никакой, интернета. Что вы в тот момент думали? Что так происходит по всей Украине? Или понимали, что они сосредоточены максимально на Мариуполе? Если честно, я тогда вообще ничего не понимала, потому что русские солдаты нам говорили, что Киева уже нет, что Зеленский уехал, что Харьков уже взяли, что Запорожье уже взяли, что уже все под территорией России. Я очень злилась долгое время, я не могла понять, почему нам никто не помогает. Я думала, что про Мариуполь никто не знает, потому что нет связи. Мне казалось, что никто не знает, что происходит в нашем городе. Мне было настолько страшно. Нас просто убивали, и столько ужаса, сколько мы пережили. Я не могла поверить, что в 21 веке такое может быть.
Когда мы выбрались оттуда и приехали в Володарск, мы поселились у маминой знакомой, которую чудом нашли. И у нее был доступ к интернету на работе, к Wi-Fi. Я зарядила телефон и зашла в интернет, вышла на связь. Я увидела, что люди знают про Мариуполь. Я увидела, что все новости трубят про Мариуполь. Для гражданина, который живет в Украине, который прожил в Мариуполе всю жизнь, мэр которого уехал в первые дни войны, у нас уехали все верхушки нашей власти из города. У нас не было ни командования полиции, у нас не было ни командования СБУ, ни прокуратуры. У нас не было ничего в городе. У нас творил полный хаос. Сотрудники полиции еще до какого-то момента там были, мы их видели, наших. Но потом эти ребята, я не знаю, куда они делись тоже. У нас был просто беспредел конкретный. Нас тупо кинули там. И было очень обидно осознавать, что все знали, и никто ничего не делал. Вокруг нашего города нет окопов. Никто не дал вырыть окопы. Танки проезжали как к себе домой со всех сторон. Русские танки проезжали как к себе домой со всех сторон. У нас обороны вообще не было никакой. Когда мы ехали в Запорожскую область уже, я видела, что окапываются другие населенные пункты. Но в Мариуполе такого не было. К нам никто не шел, деблокады никакой не было. Я украинских военных увидела, только под Запорожьем. Я увидела их, и я расплакалась. Потому что я уже забыла, что такое синяя лента на человеке, что такое флаг Украины и наша украинская мова. Про эвакуацию мы никак не узнали, мы выезжали своим ходом. То есть с нами был такой парень, его зовут Лёша, он хирургом работал. И он тогда на 9-этажке вроде была связь. И он связался со своей девушкой, а она уже связалась с другими людьми, которые могли бы помочь нам выехать. И так нам получилось выехать. Выезжали мы 2 дня, правда, потому что 17 числа был очень сильный обстрел, и уже 18-го мы смогли выехать. Когда мы выезжали, мы пытались целый час выехать, потому что очень много было дорог подорванных. Потом, когда мы выезжали, уже мы наехали на боевые действия, то есть там тогда в центре на Тысячке шли боевые действия. И мы думали, что мы через нее сможем выехать уже из Мариуполя. Но в итоге мы, когда проезжали, там были русские солдаты. Они нам сначала махали, чтобы мы не ехали, так как мы сначала не поняли, почему они махают. Потом уже мы подъехали, он сказал, уезжайте, потому что тут стреляют. Также, так как российские военные говорят, что они не прячутся за мирным жителем, было очень много их техники по дворам, прямо под квартирами. Также, когда мы проезжали уже, я не помню, какой это район был, очень много военных было на подъездах, то есть, что они там себе какой-то, наверное, дом взяли, что они там себе и готовили, что они там уже окупились, то есть, что они там уже живут. То есть они прячутся в жилых домах, где есть люди? Да, наверное, потому что там возле подъезда там было очень много их. Там было... Также когда мы пробовали туда заехать, в тот район, я не знаю, как это, то было очень много их техники, то есть там были танки, было БТР, то есть была еще какая-то машина, они у нас брали, как это называют, прикуривали, то есть что не свой забыл, как он называется, чтобы ихняя машина завелась, то есть что они прячутся за мирными жителями, так сказать. Сколько времени у вас заняло выехать и куда вы выехали? Времени я даже не знаю, но это, наверное, часов 5-6. Мы выезжали в Юрьевку, это под Мариуполем, это пенсионат вроде, если я не ошибаюсь. Мы выехали туда, но когда мы выезжали, очень было много дороги побитой, поэтому ехать было долго, и при выезде с Мариуполя был блокпост, то есть что это было не очень так легко. Там один блокпост, через сколько-то метров снова блокпост, что там очень много блокпостов. И выезжали мы долго, потом с Юрьевки мы уже переехали дальше в Запорожскую область. Это
которая контролировалась еще русскими военными. И потом с нее мы поехали в Бердянск. А в Бердянске мы ждали, получается, 5 или 4 дня на автобусы, которые эвакуируют в Запорожье. Но автобусов очень долго не было, и мы взяли платные автобусы, которые берут по 1000 с человека, и мы выехали уже не ими. И так мы попали в Запорожье. Когда встретились уже с мамой? Мы встретились уже в апреле, это было, не знаю, 4, 5 апреля, где-то так. До 15 числа было еще терпимо относительно. Но в ночь с 15 на 16 мы почувствовали авиаудар. Мы именно спали, я, бабушка и мама, спали в коридоре, молились, плакали. Это было самое страшное, потому что вот он прям рядом был, он стрелял прям рядом, и этот грохот, это непередаваемые животные ощущения страха. И как вы выезжали, на своей машине? Нет, в общем, я помогал своей дредистке, я там бегал с дредами, помогал, и за ней приехал ее брат. И знаете, как в фильмах, некогда объяснять, садись в машину, мы даже с бабушкой не успели попрощаться. Просто я зашиваю человека, и нам говорят, ты либо сейчас садишься и выезжаешь, либо остаешься здесь. И мы приняли решение поехать. Мы выехали с мамой, с дредисткой и с братом его. Вы жили еще под Мариуполем несколько недель? Да, мы жили в Урзуфе. И жили в Кременевке. Нас вывезли сначала в Кременевку, а мы неделю там пожили, а потом вывезли в Урзу. И как там обстановка? В Кременевке они тоже мародерничали, убивали. Там, по-моему, овцы или козы, 50 штук было. И они каждый день приходили, стреляли и забирали себе. Там относительно было очень тихо. Люди, они не видели этого животного страха, там ничего не разрушено. Там они просто зашли, помародерничали, никого не убивали, ничего. И в Урзуфе точно так же. То есть по всем окраинам вообще было тихо, мирно. Люди даже не почувствовали. Они даже не понимают, они слышат удары вдалеке. Я просто пришел домой, пришел до Артема Губиева, вы его знаете, и сказал: Тёма, надо уезжать, потому что то-то, то-то, то-то. Он говорит: все, понял, мы собрали там, кто хотел ехать. Я спросил своих родителей: вы будете ехать? Они сказали сначала да, потом сказали: не знаем. Начинается, я говорю: надо выезжать, потому что лучше есть выезд. И они говорят: ладно, едь ты, нам будет безопаснее, если ты уедешь, потому что там в подъезде живут родители, все знают, что я там экс-батальона Азова в 2014 году, там в армии служил, и меня могут просто сдать. Говорят, безопаснее будет, если ты уедешь. И так получилось, что мы уехали к своей колонной, 4 машины, кажется, или 3, неважно, и выехали в Запорожье. А вы уже не военный? Я неофициально, то есть то же самое, я неофициально, но с военными, я недавно с Северодонецка вернулся, там боевые действия, и я также парамедик. Парамедик — это боевой врач, который прям обязан уметь использовать любые виды вооружения. То есть у меня и гранатомет, у меня и британская Энлава есть, и я дроны запускаю, и лечу, и стреляю, то есть такие дела. Просто неофициальный. Парамедиком такой должен быть. Мы пошли к бабушке на район, который первым попал под обстрел 24 числа, и там было относительно тихо. Более-менее еще. Все это время, когда у нас уже было ужасно невыносимо там жить, мы кое-как дошли просто по Мариуполю к бабушке, и 7 дней мы были там. Там было более-менее спокойно. Мы там пожили. То есть мы не пошли на эвакуацию. А потом уже
Мы узнали, что недалеко ловила связь, и вот у меня получилось дозвониться, мы поднимались там на 9-этажку, получилось дозвониться, и мне вот подружка сказала, что люди пешком выходят из Мариуполя в Володарское, в Мангуш, и там есть, то есть, когда уже ты выйдешь из Мариуполя, есть какие-то эвакуационные автобусы. И мы долго сильно не думали, мы решили, что мы пешком пойдем, но у нас проблема была выйти с левого берега на правый, чтобы выйти из Мариуполя. И мы, то есть, пошли совсем в другую сторону, мы вышли в Сартану, это тоже город, там тоже какая-то его часть была разрушена. Мы пешком вышли, получается, в этот поселок в Сартану и хотели через него зайти обратно в Мариуполь, чтобы попасть на правый берег. Нас туда не пустили, сказали, что в Мариуполь мы вас уже не запустим, потому что сейчас ведутся бои. Нам обещали, вот посидите в Сартане неделю, 10 дней и вернетесь в мирный Мариуполь, вообще все будет хорошо. То есть нам рассказывали такие вещи, что мы вас потом будем рисковать своей жизнью и доставать из-под пуль, но как бы у нас никто ни разу не пытался эвакуировать, там, даже просто сказать ничего, то есть мы такого не видели. Но в Сартане мы просидели целый день, и нам просто чудом повезло, что мы нашли мужчину, который ездил за своей мамой, папой, тоже в Мариуполь, но разными путями его не пускали. То есть он несколько дней ездил, и он там стоял и ждал. Он попросил военных забрать родителей, и он стоял, и мы вот вместе с ним весь день простояли, и он нас отвез в Володарское уже вечером. Пока мы стояли в Сартане, мы видели, как людей эвакуируют насильно. Буквально вот мужчина к нам подходил абсолютно без вещей, без сумки. То есть он говорил, что я вышел за водой в Мариуполе, и меня просто забрали, то есть у него не было ни документов, никаких вещей вообще. Он просто вот вышел без ничего за водой, его забрали, эвакуировали. Людей массово туда, в Сартану, привозили с разных районов Мариуполя и увозили в Безыменное. Увозили, чтобы люди там проходили фильтрацию и ехали уже куда-то в сторону России. Но мы тоже туда, мы поняли, что мы боялись туда даже ехать, потому что мы переживали, что у нас там заберут документы, и мы вообще хотели в Украину, мы не хотели делать... у нас 4 человека, семья, мы понимали, что это и очень много денег, если, допустим, ехать через Россию, через там, Грузию, как люди едут, и мы без машины. То есть нам это нужно будет все делать своим ходом, это очень все... Мы не представляли возможным себе это, и мы хотели в Украину. И мы приехали вот в Володарское, просидели тоже там 2 дня. Там был такой перевалочный пункт, там кормили, давали какую-то воду детям, печеньки, все русские военные, ДНРовцы, все выдают там какую-то типа гуманитарную помощь, украинские конфеты и печенье. Все очень добрые, и рассказывают о том, что главное, что вы живы, главное, что живы, и бабушки там кричат «спасибо», это все снимают на камеру, в общем, от этого просто тошнит. Людям не дают выбор, то есть их эвакуируют только в Ростов. Сначала из этого Володарского эвакуировали еще в Донецк, потом эту эвакуацию закрыли, и нужно было пройти фильтрацию для того, чтобы поехать в Ростов. Даже для того, чтобы находиться в этом перевалочном пункте, тоже нужно было пройти фильтрацию. Нам повезло, мы записались, но мы не проходили фильтрацию, но нам рассказывали, что парень
пошел на фильтрацию и просто вот не вернулся. И через несколько дней его вот жене, девушке просто сообщают о том, что он в Таганроге. И, ну, естественно, у нее нет выбора, она едет за ним в Таганрог. Сейчас уже все намного сложнее, у нас там родственники. Даже для того, чтобы передвигаться по Мариуполю, нужно пройти фильтрацию, нужно получить справку. Делят на 3 категории. То есть категории, которые более послушные, ну, которые вот будут слушаться, будут делать то, что скажут. Категория, с которыми еще можно более-менее работать, но как бы у них там своя позиция, которую они просто не говорят. И 3 категория, на которую даже гуманитарную помощь никто не выделяет, это те, кто за Украину. Ну, то есть у которых есть четкая позиция, они против, и они непослушные граждане, они не будут делать, что скажут. Вот. Вывозили в Ростов тоже без фильтрации. Люди бегут на эти все автобусы, это все тоже страшная картина. Они оставляют, у них и так нет вещей, они кидают все вещи, которые там у них лежали, они все оставляют, забывают, бегут на эти автобусы. И фильтрацию проводят просто в поле. А фильтрация длиться может, то есть там 4-5 часов на одного человека. У меня бабушка была вот неделю назад 3000 какая-то там в очереди. Для того, чтобы выехать из города на машине, нужно получить разрешение на выезд, разрешение на машину. Для того, чтобы пойти в другой, поехать или пойти в другой район, тебе тоже нужно разрешение. Мы не проходили фильтрацию, мы пытались заплатить перевозчикам. То есть там много перевозчиков в Володарском, которые везут в Бердянск. Ну вот они сейчас прямо, я не знаю, есть такое или нет, но вот когда мы там были, это было, получается, 28-го мы приехали, и 29-го мы еще там были, и 30-го вот мы уехали. И мы уже собирались поехать в Бердянск, но Бердянск — это оккупированная территория, мы тоже не хотели туда ехать, но вроде бы как можно было там выехать в Запорожье. И мы вот надеялись на то, что мы сможем так выехать, но мы, конечно, хотели сразу на Запорожье поехать. Мы пытались там договориться, заплатить, но все отказываются, никто не соглашается ехать в сторону Украины, то есть из оккупированной территории, ездят только в оккупированную территорию. Вот. В Украину, то есть в сторону украинских городов никто не едет. Они вот прям наотрез отказываются. И нам просто случайно повезло. Волонтеры, 2 мужчины к нам просто сами подошли к моей маме. Мы сами не верим, что такое могло случиться. Вот. Подошли к маме и спросили, а куда вам нужно? И предложили отвезти нас в Запорожье. Мы просто вышли из города, куда идти мы не знали. Мы просто вышли из города, взяли с собой по рюкзаку вещей, самых теплых, которые у нас были. И я взяла с собой ноутбук, взяла какие-то там очень маленькие ценные вещи для меня, ну, одежду, и это все, что, собственно говоря, поместилось в наши рюкзаки. То есть немножко одежды и еды. Вот мы идем вперед, а сзади нас появляется черная дым, буквально вот в 100 метрах от нас, 200-300, ну, совсем рядышком. И, ну, наверное, мы шли около 2 часов, я думаю, не меньше. Там, получается, один был блокпост. Мы к ним подошли, сказали, поздоровались. Они спросили, кто мы, откуда. Мы все объяснили, попросили документы, мы им показали. Потом мне задали вопрос, когда день рождения у моего парня. И я в таком была стрессе, что я сказала и неправильный месяц, и неправильный день вообще. И у них это вызвало подозрение, и они нас рассоединили. Они его забрали, ну, там как гараж, подвал, не знаю, ну что-то такое. Они его забрали, ничего не объясняя, сказали, оставляй свои вещи тут, типа пошли с нами. А я осталась на улице стоять. И
я стою, спрашиваю у другого военного этого российского, говорю, куда его повели, что происходит, в чем дело, типа. Он просто молчит, он меня просто игнорирует. Я говорю, вам показывать свои вещи? Был же еще досмотр вещей. Он говорит, нет, не надо. Сейчас выйдут другие, типа, и покажешь им. Я говорю, хорошо. Потом где-то через минуты 2 он мне говорит, что ты стоишь? Показывай давай свои вещи. Я такая, типа, хорошо. Начала показывать. Он заинтересовался моим ноутбуком, схватил его. Типа, дай мне посмотреть. Он был полностью разряжен, потому что с помощью него я заряжала телефон. Он решил, что он не работает, либо я не знаю, что он решил. В общем, он мне его поцарапал, отдал и поцарапал. Украл у меня книжку по гаданию. Да, и когда они увидели карты Таро, этот военный очень испугался. Это смешно, но это правда. Он сказал, типа, я достаю, они у меня в мешочке таком, ну, в общем, все как у девочек. Я их достаю, показываю, он говорит, ебать, что это? Он аж вот так вот как-то, типа, отошел чуть-чуть. Я такая, типа, да это просто карты, типа, ничего такого серьезного, опасного. Ну, и книжечка у меня была к этим картам. Ну, я очень удивилась, потому что, ну, типа, для меня это было неожиданностью. Ну, как бы наши украинские военные карт не боятся, это точно. А эти боятся. Ну, это смешно. Потом же он взял у меня эту книжечку для Таро и говорит, так, давай показывай эту книгу, что там написано. Я такая, типа, окей, пожалуйста, ну, типа, берите, смотрите. В общем, книгу он у меня украл. Я брала те вещи по логике, которые самые дорогие. Типа там вот планшет, ноутбук. Планшет, он уже не работает. Зачем я его схватила, я сама не знаю. Вот. И самое смешное, что это не все, что у меня еще украли. У меня украли вибратор. Нормально. Да, я не знаю зачем. Наверное, им нужно расслабляться. Жесть, то есть они реально осознанно... У меня было предположение, что они воруют вибраторы, так как думают, что это массажеры. Но похоже, что... Ну, вот это, знаете, какие есть массажеры для расслабления мышц? Такой, ну, в принципе, если не знать, можно подумать. То есть они осознанно вибраторы именно берут себе. Ну, это просто было вибро-яйцо, и я не думала, что у меня это кто-то заберет, потому что, ну, типа, я не знаю, ну, это как украсть использованную прокладку, типа, зачем? А как они объяснили? Он сказал, украинцы тут все ебанутые, походу. Я говорю, почему? Говорю, а что, типа, тут к вам все приходят с вибраторами на блокпост? Он этот вопрос проигнорировал. Но я так поняла, что это не первый человек, у которого они забрали секс-игрушку. И он сказал, что, типа, все, оставляй его тут, не надо тут мне позорить, типа, Россию и все остальное. Ну, в общем, такой бред, короче, начал говорить. В общем, он у меня его просто отжал. А у парня что забрали? Что с ним происходило в этот момент? Его допрашивали, как давно мы познакомились, сколько мы вместе живем, еще куча разных вопросов. Это пока вот у меня забирали все мои вещи, воровали. У него ничего не забрали, на удивление. Физически никак не унижали? Нет, но его раздевали. Его смотрели татуировки. У него нету ни одной татуировки, но смотрели все тело. Очень много раз задавали одни и те же вопросы, там, раза по 3. Там стоял школьный автобус с каким-то водителем. Ну, мы не понимали, куда мы едем, что будет. Ну, как бы нам ничего толком не объясняли. И нас отвезли в ПВР в школу. Как бы нам сказали, что нас тут разместят. Хотя мы вообще пешком, когда шли, мы думали, что мы пойдем на Мелейкина. Это куда? Мы не знали, типа, зачем мы идем на Мелейкина, мы просто решили, что мы пойдем вот на Мелейкина. А зачем и почему именно на Мелейкина, мы сами не знаем. Ну, это что, территория Украины или что, какой-то пункт? Мелейкина, насколько я знаю, она оккупированная. Ну, мы просто вот приняли решение идти на Мелейкина. Ну, почему, мы сами не знаем. 18 марта к нам прилетел авиаудар.
в наш двор. У нас сложился в соседнем доме подъезд полностью, и после этого люди с того дома начали выходить. Очень много людей ушло, там осталось человек 20, наверное. И мама решила, что нам нужно всем уходить, но всем было очень страшно, потому что мы шли в неизвестность. Мы не знали, правда, что мы выйдем оттуда или нет. В итоге 19 марта мы тоже собирались уходить, мы уже все собрали, все вещи, мы все уже подготовили, мы наготовили продуктов. Но 19 марта были очень сильные бои возле нашего дома, и в наш дом прилетели 4 снаряда подряд, и 20 марта мы уже решили, что вот точно, несмотря ни на что, мы будем уже идти. Вы на своей машине выехали или как? Мы шли пешком, наша машина 2 марта пострадала. То есть вы уходите из дому, и как вы понимаете, куда нужно идти и сколько часов? Нам, получается, рассказали люди, что если мы там дойдем до села внизу, у нас есть село, поселок, как сказать, что если мы дойдем туда, дойти до блокпоста, и там уже будет безопасное место. Но это тоже кто-то через кого-то узнал, кто-то рассказал. Мы решили, что лучше сделаем так, чем мы будем сидеть тут. И сколько часов вы в итоге шли? Наверное, без 25 вышли, и к 7 утра мы пришли к блокпосту. Вы общались с российскими военными на блокпостах? Что они вообще говорили? Начали нам рассказывать, что все хорошо, что вы в безопасном месте, что через 2 недели вы можете уже вернуться домой, что все уже будет хорошо. Все было понятно, что никто домой не вернется, что возвращаться некуда, и все уже там не утихомирится. И еще когда мы шли, наш город начал очень сильно дымиться, был очень густой черный дым. Я не знаю, где это происходило, в каком месте. Нам начали рассказывать, что вот вы вернетесь домой, что все хорошо, можете не переживать. Нас посадили на автобус, привезли нас безыменно. Там были распределения вот эти вот. Но у нас были знакомые, которые нас перехватили, и мы с ними все прошли. Это вот эти фильтрационные лагеря? Мгм. То есть вам чисто повезло туда не попасть из-за знакомых, да? Мгм. И куда вы потом поехали? В Новоазовске мы были, а после этого мы поехали в Ростов, и с Ростова приехали в Польшу. Бабушка тоже согласилась переехать, да? У них просто не было загранпаспорта, и им пришлось там остаться. Бабушка бы еще просто не перевезла бы дорогу. Мы ехали 3 суток, она бы не выдержала такую дорогу. А что из вещей вам удалось вывезти? Как вы ехали? Это с какими-то рюкзаками, на себе все везли? Мы взяли 1 чемодан, и туда сложили все самое необходимое, и вещи на весну точнее. Там самое легкое. Куртки какие-то легкие и кофты. Вообще мы сильно много вещей не брали. Это вы 2,5 часа с чемоданом шли? У нас еще и кот был. Мы еще и кота тащили. Нас привезли в ПВР недалеко от Мариуполя, по-моему, или 9, или 12 километров от Мариуполя. Мгм. Разместили в школе на полу. Там типа не стреляли. И там мы жили какое-то время. Сколько вы там провели времени в этой школе на полу? Ой, целый апрель. Так, они что, вас даже не спросили, куда вас отвезти вообще? Вы могли покинуть территорию этой школы? Да, мы могли ее покинуть, но покидать ее было, собственно говоря, некуда, идти дальше. Мы хотели сначала выехать в Украину. Почему меня очень бесит комментарии, когда пишут, парень выехал из Украины, как он мог, предатель. Люди просто не понимают, что в Украину вообще не было возможности выехать. Тебе ее никто не давал. Мы хотели выехать изначально в Запорожье, а потом из Запорожья поехать в Белую Церковь. Но когда я спросила у русского военного, я сказала, можно мы выйдем в Запорожье? Он сказал, да, Я говорю, нужна для этого фильтрация? Он говорит, нет, не нужна. Я говорю, хорошо. Потом, как оказалось, это все неправда. Единственное место, куда мы могли выехать, это Россия. Все. То есть у нас не было выбора, у нас не было вариантов. Как проходила фильтрация?
Мы ее проходили в Мангуше. Чтобы её пройти, нам пришлось заплатить, за место в очереди одному военному. Российскому, да? Честно, я так и не поняла, какой он военный. Типа, он как и российский, и ДНРовский одновременно. И сколько он попросил за место в очереди? 1500 с человека. Гривен, да? Это какие вы были уже на очереди за это место? Ну, это типа никакие, а типа ждите целый день, а вас позовут по фамилии. Так а смысл платить по его логике? Потому что там просто по-другому нереально пройти. Люди стоят по номерам, а эти номера движутся очень медленно, очень. То есть, если бы вы ему не заплатили, где-то когда бы настала ваша очередь? Но мы тогда шел 500, нет, не 500, 480 номер, а мы были официально записаны в очереди 4800 какие-то. То есть впереди 3500 человек? Да. Жесть. И в чем еще прикол, что на каждом номере может стоять по 10, по 20 человек, по 5 или 1 человек. Ну, то есть... И что вот делают люди? Вот они ждут эти очереди. Просто ходят, узнают, какая очередь, и ждут. Где спят? Что едят в это время? Ну, кто у знакомых, у которых есть знакомые в пригороде, кто в этих школах живет, кто в детском садике, кто как. Вы за день прошли этот фильтрационный лагерь. Что у вас там спрашивали? Спрашивали имя телефона, соцсети, имя, фамилию, место проживания, прописки и фактическое место проживания. Потом снимали отпечатки пальцев. Сначала просто подушечки пальцев, потом всю ладонь и левой, и правой руки. Фоткали со всех сторон. Также должны были проверять телефон, но не проверяли в этот раз. Вот. Потом в конечном итоге тебя заносят, я не знаю, куда они это все заносят, какая-то база, наверное. Именно тебе справку дает ФСБ. Ты еще с ним немножко разговариваешь, и потом только если ты ему нравишься, он тебе дает именно справку о фильтрации. Что у парня ФСБ спрашивали? Типа служил, не служил, есть ли знакомые военные, такое. А кого они конкретно ищут на этих фильтрационных, скажем так, беседах? Ну, как они говорят, военных, но на самом деле это все просто запугивание народа, и они хотят взять всех людей под колпак. Потому что, все прекрасно понимают, что ни один военный не пойдет в этот на фильтрацию. Если ж ты военный под прикрытием, это и так понятно. Вам дали на руки справку, да, какую-то о том, что вы прошли эту фильтрацию, или как это выглядит? Да, такой листик очень маленький. Угу. И что он дает? Потом ты можешь уже ехать, допустим, вот помимо Мангуша, ты можешь ехать в Никольское, либо еще куда-то дальше, то есть за пределы Мангуша, либо ты можешь выехать с помощью этой справки в Россию или в Донецк. Еще в Донецк вывозили. Мы пошли, записались на автобус на Россию. Нам сказали, что приходите туда-то, туда-то, в такое-то время. И мы пришли, очень долго не было автобуса, и мы уже думали, что мы не выйдем. Но в итоге автобусы появились, люди собрались. Причем самое удивительное, что людей уже собирали на эти автобусы 2 недели. То есть выехать людей очень много хочет, но из-за того, что очень мало пропускная способность вот этой фильтрации, просто не собирается людей даже на эти автобусы. Они подали, я не помню, или 6, или 7 автобусов, и то они были не заполнены до конца. Потому что очень много людей хочет выехать, но они просто не могут.
Где вы оказались после того, как сели в автобус? Мы приехали на Успенку. Там была еще одна фильтрация, только уже с другими вопросами. Как ты относишься к президенту России? Как ты относишься к Азову? Если у тебя знакомые в ЗСУ? А, как ты относишься к спецоперации на Донбассе? Опять брали твой имейл, телефон, соцсети, все. Вот ты ответил на листике на эти вопросы, заходишь в кабинет, там сидят куча ФСБ, не помню, человек 5. И они берут этот листик, как анкета, прямо на собеседовании, читают и задают тебе, исходя из этого листика, вопросы. Мы написали, что к спецоперации на Донбассе, как они это называют, слово «война» говорить запрещено. Относимся нейтрально, потому что я не знала, что ответить. Ну, типа, мне хотелось написать, что вы ублюдки. Вы разбили весь наш город, который прекрасно строился и процветал. Типа, вот мое отношение. Ну, понятное дело, что многие так считают и считали, но никто этого не напишет, потому что, ну, тебя просто за такое, я не знаю, ну, минимум на подвал поведут. И просматривали уже в этот раз телефоны. ФСБ спрашивала, типа, что мы делали летом, что мы делали зимой. И только потом мы уже поняли, что он смотрел фотки, которые были сделаны года там 3 назад, 2. И он сравнивал наши ответы с этими фотографиями. Типа, будем мы ему брать или нет? Они постоянно вот коверкали названия наших улиц, либо они, ну, в принципе, они не знают сам город Мариуполь, но расспрашивали, типа, вот как ко мне домой можно дойти. То есть, чтобы я объяснила. Там какие-то ориентиры, дорогу, как там налево-направо надо идти. Постоянно было моральное давление, и ну, обращались очень плохо с людьми. Я до сих пор не понимаю, почему. Типа, что мы сделали такого им? Я не понимаю. Был один ФСБшник, который орал на мужчину за то, что он написал, что он относится к этой спецоперации на Донбассе нейтрально. Мы же тоже написали нейтрально. Это было как раз перед нами, и мы очень испугались, потому что я думала, капец, а что надо писать? Позитивно? Типа, ну, я просто не понимала, какой ответ правильный в этом вопросе. И мы не попали на этого ФСБшника, слава богу. Мы попали на какого-то молодого, более такого, типа адекватного. Ну, когда он посмотрел мой телефон, он сказал, ничего для меня интересного нет, идите. Вот так нас пропустили, собственно говоря, в Россию. Много ли времени провели в России? Нет, мы вообще не останавливались в России. Мы ехали без остановки. Куда вы доехали в итоге? В итоге мы доехали в Европу. Ну, получается, мы приехали в Ростов на такси. Есть волонтеры в России, но это очень маленькое такое комьюнити, и это те люди, которые не смотрят телевизор и не пьют пиво по вечерам. Это те люди, которые ездят, смотрят, как живут люди в Европе, либо вот ЛГБТ, люди с двойным гражданством, айтишники, ну, которые как-то более-менее развитые. Но таких людей очень мало. И типа в России это как капля в море. И они чувствуют свою вину за то, что произошло. Им типа очень неудобно. Но они извиняются и говорят, что типа всю эту помощь, типа, которую они делают для себя больше. Вот так. Мы приехали в Ростов, переночевали и потом отправились на поезде в Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга мы доехали до границы Эстонии. Там опять Сашу на этой границе фильтровали, меня пропустили.
опять долго его мурыжили, спрашивали, какое у тебя отношение к России, что ты уезжаешь из России, Европы скоро не будет, ты типа вообще какой-то странный, оставайся у нас. Но мы постоянно говорили, что типа нет, мы не можем, нам надо ехать в Европу, вот прям вообще так бы остались в России, жили бы тут вообще 200 тысяч лет. Ну, в итоге его пропустили. Но я не знаю, его не было очень долго, где-то часа 1,5 или 2, ну, очень долго. И я как раз стояла его ждала на там пропускном пункте в этой клетке, а там даже в туалет негде сходить. Я зашла к этим пограничникам российским и говорю, можно у вас в туалет сходить? И самое интересное, что сидят женщины. И она мне говорит, сходишь в туалет в Эстонии. Я такая, хорошо, понятно. Ну, в общем, вот такая как бы добро пожаловать в Россию называется. Нас волонтеры везли, то есть они нас предупредили о том, что нужно все удалить с телефонов. То есть у меня были фотографии и видео лично с моего телефона, как мы, когда возвращались, то есть весь сгоревший район, у меня было там фотографии подробно моей квартиры внутри. Вот. Но сказали, что нужно удалить полностью все, что касается войны. И мы тоже чудом удалили всю информацию, которая была, 24, 26, 28 число. Мы все это тоже удалили, там какие-то просто, что делать при тревоге, и вот это все, потому что, как оказалось, это все подробно там читают, все полностью проверяют, то есть даже какие-то просто объявления, там, сторис, скрины, все смотрят. Даже нам сказали удалить историю браузера. Вот что мы смотрели, вообще все почистить, чтобы не было никаких, не дай бог, вопросов. И мы проехали все посты успешно, все было хорошо, потому что мы, в принципе, у нас семья, у меня младший брат, то есть мы как бы обычная семья. И с нами ехали тоже 2 обычных мужчины. Один учитель биологии, второй просто обычный водитель. Вот, и на 15-м, это был предпоследний где-то блокпост, нас останавливают, и у мамы, ее тогда, когда мы когда мы собирали вещи, последний день уже, когда все начало загораться, был уже еще один взрыв, мы были в квартире, и мы не знаем, что маму ранило, но у нее на руке была такая рана, не сильно большая, и она помазала ее зеленкой, мы не знали просто, что с ней делать, она помазала зеленкой, и у нее была зеленая рука. Нас останавливают, заглядывают в машину, спрашивают у мамы, что это у вас на руке. Она говорит, я не знаю, что это меня ранило, но мы были когда дома, то есть был взрыв, и меня что-то рана у меня от этого. Он говорит, а у вас просто девушки-снайпера. Мама говорит, мы, конечно, все пока не понимали, что это все серьезно. Мы говорим, мама не снайпер, как это, семья, мы. Они заставляют выйти папу, раздевают его. Они проверяют все на наличие татуировок, на наличие синяков от прикладов. У папы ничего такого нет, ни одной татуировки, все. Его раздели, он уже одевается, и один из военных, который как раз-таки обратил внимание на мамину рану, молодой кадыровец, он говорит, а что с твоими руками, моему папе? А папа, у нас не было возможности помыться. Он колол дрова все эти 35 дней. У него черные грязные руки и какие-то есть там мозоли на руках от топора. То есть он все время, каждый день колол дрова. И он говорит, у тебя руки черные, и показывает свои руки. Он военный, он говорит, у меня такие же руки, ты военный. Мы все испугались, там, плачем уже с братом, мы не знаем, что делать.
и они берут наши телефоны проверять полностью. То есть, мой я еще могу понять, там, у меня у младшего брата взяли телефон тоже на проверку, ему 12 лет. Взяли все наши телефоны, спросили у мамы, где она работает. У меня мама работает в пенсионном фонде, она говорит, в пенсионном фонде. А у меня вот 13-й iPhone. И он берет мой телефон и говорит, а что у вас, вы столько зарабатываете, что можете себе такое позволить? Мама говорит, это телефон моей дочери, она сама его купила. В общем, они так ухмыльнулись, уже... и отвели их проверять. Забрали телефоны на проверку все, мы не видели, при нас ничего не проверяли. И увели, получается, это было все, там была какая-то маленькая остановка, все это просто поле. Их отводят от машины, маму и папу вместе. И мы просто смотрим с машины, и я вижу, как мама снимает штаны. То есть ее заставили показать колени для того, чтобы посмотреть, то есть как мы поняли, что там какие-то определенные следы, как у снайперов, на коленях, что они ползают. Вот, естественно, все, тоже раздели папу, в очередной раз. Тоже насмеивались там над мамой, там, прикрой свои труселя, и где ты так нагибалась, там, а у мамы были просто колени там красные и немножко шелушились, но не было никакой гигиены, как бы. И все время в куче одежды. Вот. Но, слава богу, нас отпустили, но мы очень еще долго, нам было плохо, и это уже был практически последний блокпост. И потом мы уже приехали, когда первый украинский блокпост был в Орехове, и мы просто видим украинских военных, и мы все плачем, потому что нам вообще не верится, что мы добрались в Украину, что нас сюда пустили. Дорога, когда мы выезжали, она была гораздо хуже, чем вся пережитая просто война, потому что это было очень страшно. Везде эти взрывы, все валялось, все разрушено. И чем дальше мы уезжали от места вот этого Азовсталь, тем было все хуже и хуже. Валялись просто люди там без головы, без ног, без рук. Но ты на это не обращаешь внимания, потому что ты понимаешь, что что тебе просто нужно выехать. И там просто люди ходили, там носили какие-то, что-то где-то разламывали. И было очень больно, потому что ты понимаешь, что эти люди еще остаются здесь, что они переживали то же самое, что переживал ты, и они продолжают это переживать. И их очень много, и тебе хочется как-то им помочь, когда стоят бабушки, они просто видят вас, и они так как бы перекрестили, так вот, крестили, давайте, у вас получится, и тебе хочется их всех забрать, но при этом я просто вот так вжалась в кресло в машине, у нас была открыта дверь, было очень холодно, и просто ты как бы думаешь, хоть бы сейчас откуда-то там с крыши не начали стрелять, там, не знаю, потому что они же могут попасть в бак, это все может рваться, но ты видишь просто вот могилки, там, где люди хоронят других людей, все валяется, все разрушено. Потом мы приехали, и мы подъехали на первый блокпост, где были не наши люди, а вот эти больные. Не больные, просто другие эти люди. Они нормально просто смотрели, обсматривали. Мужчина взял мой паспорт и говорит такой: ой, а здесь вы лучше выглядите, чем сейчас. И просто это просто такое, я не знаю, это я не знаю, кем нужно быть, то есть как бы я месяц здесь провела, да, и вы мне это говорите, что как бы здесь я лучше выгляжу. И потом они там, раздевали мужчин, то есть как бы смотрели там татуировки, вот здесь вот есть ли что-то или нет, там от стрельбы. Попросили нас достать из видеорегистратора флешку. И потом, как мне рассказала моя сестра, она была в машине с дочкой, нас просто попросили достать из видеорегистратора. Мы проезжали там 3, по-моему, блокпоста, вот это этих людей, которые оккупировали территорию. Они были
не очень агрессивно, в целом все было нормально, там просили сигарет, спрашивали, а где какая-то там улица находится, а где вот это, а где что, ну, короче, какую-то ерунду, мы особо ничего никто никому не говорил, потому что все везде взрывалось, и это было вот такое, типа, и мы тоже спрашивали, а куда нам ехать, ну, то есть, как бы, куда там, так можно же выезжать, так, они там что-то показывали, но в этот момент все также продолжало взрываться, и когда мы выезжали, я видела, какие дома, многоэтажки, и то есть чем дальше ты едешь, тем больше разрушений, тем больше этих всех взрывов, тем больше просто там ничего нет. И вот моей сестре, военный, вот этот вот он заглядывает и говорит такой, я тебе сейчас типа стекло, ну, я сейчас тебе стекло разобью, ну, погрубее. У меня малышка, 7 лет, которая начинает плакать, потому что она испугалась. И он такой говорит, ты понимаешь, почему? И Руслан отвечает, не понимаю. Он такой, а ты подумай. И потом он смотрит на вот это и это. Он говорит, да, вообще забирайте хоть все. Там вообще он такой, типа, только забрал флешку, все. И то есть, малая расплакалась сильно, потому что, то есть, неужели ты не видишь, что здесь есть ребенок, ты с автоматом, везде все так шумно. Ты можешь сказать, извините, либо просто достаньте вот это, отдайте, а вот это, ты понимаешь, я тебе сейчас стекло разобью. То есть, были разные, у нас просто, допустим, забрали. Мы подъехали к Порт-Сити, там очень много людей, они как-то пытаются выехать, какая-то гуманитарная помощь, что-то такое они не получают, или я не знаю, что там происходит. Везде ездит техника, военные, все это с буквой Z, все это шумит, гремит, и мы просто остановились и едем дальше, выезжаем, мы выехали на Белосарайскую косу. Мы приехали, это тоже все была оккупированная территория, и вот мы уже были там было так же громко. Чуть-чуть потише, а так все взрывы, все так же было слышно. И вот так мы выехали. А мама не хотела уезжать только из-за квартиры? Она не то чтобы из-за квартиры, она просто не понимала, куда. Не понимала, а что дальше, а как. И и да, из-за того, что вот здесь есть дом, здесь есть стены, ты можешь здесь остаться, здесь безопасно, и как-то к чему-то это придет. А когда она уже это увидела, то да, она поняла, что уже нужно что-то делать. Общались лично с российскими военными? На блокпостах. С Урзуфа до Запорожья я проехал 35 блокпостов, я считал. 12 часов мы ехали, на 15 меня раздевали, 1 раз пытались стрелять. А как удалось спастись? Там водителю военный говорит, ты их бесплатно везешь? Он говорит, я бесплатно везу. Так ты же, говорит, не волонтер, ты частное лицо. Он говорит, я бесплатно, а он действительно нас вез бесплатно. Просто потому, что у него есть машина, мы у него спрашивали, он говорит, мне хотелось помочь. Вот. И он поворачивается к нам и говорит, он вас бесплатно везет? Мы говорим, да. И он передергивает автомат и наводит почему-то, я ему не понравился. И он наводит дуло на меня, я говорю, клянусь, и он поднимает вверх и начинает автоматную очередь. И я где-то еще 2 блокпоста, я ничего не слышал. Это было прям жестко. Вот. Из всех там больше всего Денеки, Ленеки, они больше всего прям ненавидят украинцев, потому что они считают, что их предали. Казахи и кадыровцы, они еще более-менее разговаривали, они были поадекватнее, а вот Россия и Денеки, они прям хамили, издевались, говорит, слава кому? Слава Новороссии. Сказал, слава Украине, тебя расстреливают. Прям так. Когда мы мы жили, мы не видели, то есть мы ходили, и так прям сразу их не было много. Но когда мы уже 20 числа мы выходили с дома, со своего района, мы видели очень много российских военных, очень много российской техники, которая стояла между домами в обычных дворах. Общались, к сожалению, это очень неприятные люди. Мы видели такое, что почему-то российский военный, российский или ДНР военный стоит в частном секторе, то есть частный дом, он стоит за забором с людьми и просто с автоматом наблюдает за тем, как люди просто колят дрова. Это мы проходили, то, что мы видели.
стоят в дворах с людьми, люди тоже с ними стоят, у них, ну, я не знаю, у них нет выбора или это их выбор, я тут не могу ничего как бы сказать, но они стояли прям вместе с этими обычными гражданскими людьми, вот, и техника тоже работала, мы видели, слышали, как техника работает, мы общались, потому что мы пытались узнать, можно ли пройти на район, где жила наша бабушка. Ну, и она до сих пор живет там. Вот. И военные все туда как бы говорили нам, что туда вас не пустят, и направляли всех людей, шло много людей, то есть всю большую колонну направляли на Новоазовск, на эвакуацию в Новоазовск. Когда мы были у папиного брата в 9-этажке, когда к нашим соседям потом уже прилетело еще раз, спустя несколько дней, мы переехали к папиному брату неподалеку от нас в 9-этажный дом. И там, когда мы были у него, получается, я не знаю, какое это было число, какой это был день, но случилось так, что мы сидим в тамбуре, потому что идет обстрел района. К нам стучат в двери, наш сосед, мы ему открываем, и вместе с ним стоит военный. Сначала я обрадовалась, потому что я думала, что это наши военные. Ну, что я увидела только зеленую форму. Потом я увидела белые повязки у него на ноге и поняла, что это русские. И на вопрос, зачем вы пришли к нам в квартиру, они сказали нам на осмотр. Они искали там украинских военных. Он зашел, обсмотрел нашу квартиру, и потом просто ушел, ничего не сказал. А вечером, когда мы уже выходили на подъезд готовить, они там стояли, они в нашем доме поселились на 7 этаже над нами, выбили двери в квартире и жили над нами, прямо мы на 6 жили. Они уже выходили на подъезд там, и они не говорили, зачем они завалили наш дом. Когда я спрашивала... Нет, они спросили, типа, а что у вас так много в этой квартире живет? Что, ну, типа, нас много было, потому что мамины родственники еще к нам тоже приехали с разных районов туда же. Я говорю, мы тут живем, потому что наш дом разрушили ваши самолеты. На что они нам сказали, не переживайте, вам Шойгу все отстроит. Главное, что вы живы остались. Это, получается, ваша 3-я локация, а тот дом, где вы прятались в подвале, его тоже разбомбило? Да, потом туда тоже было попадание прямо под дом. Там, получается, треснул полностью дом, по стене пошла трещина, летняя кухня полностью развалилась, развалился у соседей их курятник, они держали еще курей, будка с собакой вместе тоже, собака погибла, ее убила. Ну и осыпался потолок там до такой степени, что в доме нельзя было ходить, куски просто лежали по земле, и все это было, ну, непригодное к жизни абсолютно. Ну и было опять же страшно, что засыпет подвал. А вот эти военные, которые прятались в квартирах, они были какого возраста? Как они выглядели, как говорили? Ну, разного возраста. Были совсем молодые ребята, были взрослые мужчины. Был мужчина, который сказал, что я из Крыма, он был командиром их. Это к нам зашла десантно-штурмовая бригада Росгвардии. То есть для понимания, что это не ДНР зашло, а к нам зашла десантно-штурмовая бригада Росгвардии домой. Там были молодые пацаны, и командир был взрослый, и взрослые мужчины там тоже были. Они все были разных национальностей. Были и айзеры, были и чисто русские. Был вот этот вот мужчина, который из Крыма, который украинец раньше был, но теперь перешел на сторону зла. И были молодые ребята, которые, я не знаю, что за национальность, может быть, буряты, может, еще кто-то вот такого что-то плана. Разные были. Общались ли непосредственно с российскими военными? На блокпосту, разве что, когда меня друзья вывозили через русские блокпосты. Не задавали им никакие вопросы? Я им? Нет, мне просто так повезло, что я знаю, что на следующий день уже раздевали парней призывного возраста и проверяли. У меня просто очень много татуировок связано там с войной, и как бы мне повезло просто в тот момент. Нет, я ничего не задал вопрос, потому что, что я могу им задать? Я так вижу, что происходит. Люди спрашивают, зачем вам это? Зачем вы пришли на нашу территорию? Вообще как... Цель еще озвучили еще в 2014 году уничтожить всю украинскую нацию.
как в 2014 году эти были цели. Я просто знал, что это, что для чего это все делается, поэтому спрашивать лишний вопрос и я не особо сильно хотел. Плюс тогда у меня еще за день до этого мы попали под грады. Нашего одного товарища убило, а у меня была контузия и перепонка правого уха. То есть мне особо сильно не было комфортно, вообще просто находиться, не хотелось в больницу быстрее попасть. У вас остались еще там знакомые? Есть ли с ними связь? Там в городе остался мой отец. Что он говорит? Мы с ним иногда созваниваемся, но он говорит, что тяжело. Говорит, что очень тяжело без условий коммуникации там жить. Что нет света, нет воды, нет газа, связь плохая. Он уже сам подумывает выезжать, но он там остался из-за своего брата старшего, за ним присматривать. И за нашим домом он его там пытается ремонтировать, все хочет его привести в надлежащий вид, хотя я думаю, что это невозможно, потому что крыша у нас полностью сложилась, и окна с мясом вырвало. Не знаю, что у папы там получится, но он говорит, что там тяжело. Но он рад, что уже не стреляют у него на районе, но он слышит, как стреляет Азовсталь, и говорит, что постоянно трусится весь город от того, как там бомбят. А у других людей какой настрой? Много ли было желающих уехать куда-то в сторону России? Мне такие не попадались, я не знаю. У нас в городе был и остается процент людей, которые за Россию, которые действительно что у них с головами, мне непонятно, но на самом деле они дают русским интервью о том, что мы вас ждали, о том, что да, спасибо, что вы нас спасли, ничего страшного, что дом развалили, ничего страшного, что у меня была хорошая жизнь, а теперь у меня ее не будет, зато теперь будет Путин мой президент. Такие люди там тоже присутствуют. Хотя почему я забыла, у нас на подъезде даже такие люди были, которые стали сразу готовить еду этим русским солдатам, отдавать свои последние сигареты, потому что они пришли. Какой процент таких людей? У нас в городе достаточно, мне кажется, 30% точно есть население, те, которые поддерживают это все. Это именно люди, которые родом из Мариуполя, или это переехавшие? Родом из Мариуполя, которые. Не актеры какие-то там? Да нет. Из Крыма? Нет, я думаю, что это те, которые родом из Мариуполя. Может быть, я же не знаю весь город в лицо. Может быть, некоторых по камере, конечно, и показывают каких-то привозных, и не могу утверждать ничего. Но на моих глазах тоже были те, кто радовался этим белым повязкам. Какие-то предатели, да, которые сами могли рассказывать, куда стрелять. Да. У нас дома, кстати, когда я была у родителей, наш дом на низине находится, и выше уже начинались 9-этажки. И до 10 марта, где-то за 3 дня до, вечером, каждый вечер в 6 вечера, я как сейчас помню, в 6 вечера наступает, и с 8 этажа дома напротив к нам на район кто-то огромным фонарем прожекторным бесконечно светил, просто включал, выключал, и это попадало прямо в окна к нам домой. Я звала папу и говорила: папа, тут пахнет чем-то опасным. Папа мне говорил: света нет, люди, наверное, с фонарем ходят, что ты паникуешь. То есть это были какие-то наводчики? Я думаю, что были наводчики, потому что, очень прицельно нашу Новоселовку разбило. Мой район, я говорю, там живого места просто не осталось. Просто нет целого дома ни одного. А папа с братом уже будут выезжать? Насчет папиного брата я не знаю. С папой сегодня буквально я разговаривала. Он уже вроде бы подумывает как о том, чтобы выехать, но еще хочет закончить все-таки с домом и хочет, чтобы немножко устаканилось там. И он понял, на что оставлять дом, потому что там заселяют же непонятно кого в дома наши, которые уцелели. Там есть что оставлять? Что-то сохранилось? В нашем доме у родителей сохранилось, позасыпало все, конечно, потолком, но там пооставались вещи, которые, папа там вытрушивает до сих пор, пытается там как-то привести в чувство. Мы спрятали компьютер и процессор, мониторы там и телевизор, мы это все попрятали в диваны и в шкафы. Это осталось целым. Из такого, что еще там ценное, понятно, холодильник на себе не утащишь со стиральной машинкой, бойлера, там такие вещи, никто не говорит об этом. Но они, кстати, по-моему, тоже у папы остались целыми, потому что угол, где ванная, особо не развалился. То есть там потолок пластиковый, и он не посыпался. А если бы вы были не в коридоре, а в самой квартире?
Но если бы мы были в спальне, где мы до этого... Это была единственная ночь, когда мы с братом решили лечь в коридоре спать. До этого мы спали в спальне. И если бы мы спали в спальне, там 3 окна, которые разлетелись полностью, и, скорее всего, нас бы осколками посекло как минимум. То есть у вас спасло правило 2 стен? Правило 2 стен, и то, что стоял еще у нас шкаф большой купе в коридоре, тоже, мне кажется, сыграло немаленькую роль. А знакомые есть, которые остались в Мариуполе? Есть знакомые, которые погибли в Мариуполе. У моей подруги, получается, они прятались в магазине, и подвал этого магазина разбомбила Россия, и их завалило, ее дочка и бабушка погибли, а ее вытащили. Еще мы знаем, что погибла одна очень хорошая наша знакомая, отзывчивая девочка была, хороший человек. Она погибла возле дома связи. Ее очень сильно ранило осколками, и ее забрали в больницу, но через 2 дня она скончалась. Также я работала в Мариуполе на выставке животных, так как я вообще сама зоокипер, и все животные там тоже, я спрашивала, говорят, что погибли типа все. Там остались моя бабушка, осталось очень много друзей. Почему не выезжают? По ряду различных причин. Например, один из друзей, он не выезжает из-за мамы. Мама не хочет. В основном там одна и та же причина. Все, кто за 40 и 50, они говорят, а куда мы поедем? Нас никто не ждет. Что мы будем там делать? Вот здесь наша квартира, мы столько машина, я вообще видел много смертей и всего остального. Из-за машины, из-за квартиры люди оставались и погибали. Вот именно там. Потому что, я считаю, это глупо. Человеческая жизнь не стоит этого всего. Но они говорят, мы всю жизнь на это работали, поэтому мы не хотим уезжать. А из-за них остаются молодые ребята, которые умирают. Что близкие говорят? Какой настрой у людей, которые остались там? Недавно услышал я, что Владимир Зеленский не хочет видеть людей, которые остались в Мариуполе. Это они, как-то сделали, я не знаю, по радио крутят, именно голосом Зеленского нам сказали, что Зеленский считает всех, людей, которые не выехали до сих пор, все, они не ждут их в Украине. То есть они фейки там распространяют, да? Естественно. Они говорят, что вас никто не ждет, забирают людей сейчас, они убирают завалы, разгребают трупы, кто сильно ерепенится, они переодевают и на передовую отправляют, чтобы их расстреливали, или сами стреляют. Я пыталась уговорить и забрать свою бабушку, и она доехала до Бердянска, и потом она сдалась, она говорит, я поеду домой, говорит, я буду там жить, все. Я говорю, как ты поедешь туда жить, там нет никаких коммуникаций. Говорю, как ты собралась там жить, даже не на Косе, там на Белосрайской, где есть дача. Я говорю, как ты собралась там жить? Очень многие люди планируют оставаться там. Там очень серьезно работает пропаганда, потому что ту информацию, которую им доносят, то есть это жесть. Вот я когда пропала связь, у меня семья и мой близкий человек, они сидели на Белосарайской косе, то есть это 30 километров от города, и пропала связь, вот когда там уже начали запускать Феникс, и вот с 26 марта по 4 или по 6 апреля, то есть это 1,5 недели, не было связи ни с моей семьей, ни с моим близким человеком. Мы нашли волонтера в Донецке, военного, кто привезет продукты. Один человек купит карточку и продукты. Второй человек это передаст. То есть вот такое все. Недавно вышел у меня знакомый на связь. Не знаю, они будут, наверное, оставаться. У них ловит интернет только на метро. Что они дальше делать будут, я не знаю. И они сами не знают, что они будут дальше делать. Вообще, что по городу происходит, неспокойно там.
А какая мотивация у людей все-таки остаться? Почему не хотят хотя бы переждать? У многих есть, нету возможности из-за того, что, допустим, вот родственники, которые неходячие, то есть, и оставить их нет возможности, и взять их с собой тоже нет возможности. А у других людей не знаю, почему остаются. Мне, если честно, тоже не совсем понятно. Если есть возможность уйти куда-то, почему бы не перейти? Много ли там людей осталось, как вы думаете? Мне кажется, достаточно, да. Достаточно много еще людей там есть. Я не знаю, мне кажется, 1/3 уехала из Мариуполя. Я не знаю, правда, но мне кажется, там осталось очень много людей. И в основном это либо пожилые, да, либо люди, которые там остались со своими родителями. И там был один, допустим, парень, когда я думаю уже, может быть, чтобы меня вывезли, да, как-то я спросила, можешь, почему ты не выезжаешь? У него была машина и бензин, и он ездил прям. Он говорит, а зачем мне выезжать? Мне и тут хорошо. То есть это разные люди, и есть люди, которые действительно нуждаются в помощи, которые хотят, чтобы им помогли, да, чтобы приехали, забрали. Когда я созванивалась с сестрой, она говорит, Настя, тебе могут помочь, давай, я тебе скажу, куда подойти, как это сделать. То есть, моя сестра, она очень старалась меня оттуда вывести, да, какими-то способами через волонтеров, но там нет этой связи. И когда у тебя есть связь, буквально она ловится через кнопочный телефон, потому что все смартфоны очень плохо там работают. Как у нас было, да, и я попросила там у парня маленький такой телефончик, и ты говоришь с человеком, и ты понимаешь, что эта связь может любую секундочку прерваться, и тебе хочется сказать, я тебя люблю, все хорошо, все будет хорошо, я тебя люблю, пожалуйста. Все. То есть тебе не хочется какие-то там, а как выехать, да, а кто, а куда идти, то есть тебе просто это не знаю, какое-то чувство, как будто бы, то есть ты возвращаешься, как будто бы, я не знаю, даже не в СССР, а в какой-то тот период, где не работают деньги. Если у тебя есть деньги, это ничего не значит. Если у тебя есть машина, ничего не значит. Интернет, у тебя просто меняется полностью все ценности, потому что это ничего не значит, ничего тебе не поможет. Ничего и в принципе никто. Сейчас у меня там есть подруга, да, она написала моей подруге, что вот все хорошо, там вроде бы все. Все хорошо там для тебя, все хорошо, это когда ты просто жив. Мои родители конкретно не выезжают из-за своих старых родителей. Вот. А на самом деле, я недавно созвонился со своей сестрой, она с ними держит связь, потому что мне родители боятся мне позвонить. Не знаю почему, боятся, может, прослушивает. Вот. И дело в том, что сначала мои родители, бабушки хотели выезжать, потом не хотели, потом хотят, не хотят. Так вот каждый день меняется, и родители не могут их оставить. Вот. А некоторые люди, я не знаю, но некоторые я знаю, которые поддерживают эту систему, которая сейчас пришла. Некоторые мы видим в Инстаграме даже их. Кто-то даже не читал такую запись, девочка написала: «Мой дом разрушили, но начинаю жить жизнь в новом доме». И смотрю просто в Мариуполе, доме она просто какую-то квартиру заняла. То есть кому-то на этом, для кого-то война, для кого-то мать родная. Вот так и для некоторых людей. Кто-то воспользовался этой ситуацией и живет теперь, да, там нет у них вообще ничего, зато они там живут в квартире, которую они захотели. Чисто мародерство, да? Да, да. Когда ехали по Мариуполю, что видели вокруг? Как сейчас выглядит город? Можно сказать так, что города нет, то есть очень много домов, нету, которые целые, то есть есть дома просто, которые стоят, но они целые, но окон нету, то есть даже вот тот дом, в котором жили родственники, он, как нам сказали, там было 2 попадания с самолета, то есть он сгорел полностью. Может, 106-й не так сгорел, но 106-й загорел. 106А, точнее. То есть у родственников не осталось вообще дома? Нет, у них нету дома. То есть какие-то комнаты еще остались, потому что они не сгорели, но дом сгорел. Потом по городу, когда мы ехали, очень много сгоревших домов, очень много разрушенных домов, то есть... Трупы видели или свежие могилы? Свежие могилы, да, мы видели, так как мы сами хоронили 4 числа бабушку. Нет, даже 5 числа. 4 она уже умерла, 5 мы ее хоронили. Когда мы ходили собирать дрова, мы также видели, когда выкапывали 3 могилы.
Ну, могил было очень много, на самом-то деле. У нас был хирург, он сказал, что она умерла от того, что у нее тромб оборвался. А как там, никто не знает. Это не ваша бабушка. Это, получается, мать крестной тех родственников, к которым я ехала. И что, ее пришлось прямо во дворе хоронить? Да. Тогда еще мы ходили к нашим военным, мы спрашивали, как можно ее вообще захоронить, можно ли ее захоронить на кладбище или нет. Они сказали, что нет, решайте сами. То есть мы ее захоронили за гаражами. Она там, я не знаю, есть ли ее там могила до сих пор, так как говорили, что там русские сейчас выкапывают всех, то есть в городе. То есть мы надеялись, что мы сможем ее перехоронить. А выкапывают с какой целью? Говорили, что их выкапывают просто, чтобы не было такого, как в Буче, то есть чтобы, если кто-то потом приедет в Мариуполь, чтобы они видели того, что нету того, о чем говорит наша сторона, то есть что там есть какие-то трупы, и это все. Их перехоранивают за Мариуполем, в Сартане говорили, что там есть братская могила, и еще где-то на каком-то кладбище. Я уже точно не знаю. Когда вот мы были в подвале, когда мы выходили, там выходим, и там возле нас есть детский сад. И там лежало тело, оно было, правда, прикрытое уже, но оно лежало, так как люди выносили, даже если у кого-то умер родственник в доме, они их выносили на улицу, так как там мороз, чтобы тело не разлагалось в доме. И это все правда, потому что очень много людей просто не достали, так как они просто под завалами сидят. Ой, уже не сидят, а уже мертвые под завалами. У меня дедушка плохо ходит, они понимают, что бабушка не уверена, сможет ли она выехать, и они боятся, что их дом займут. В общем, пока люди, я думаю, что там остаются, потому что у них пока что есть жилье. И я не знаю, как бы мы поступили, если бы у нас была целая квартира, если бы у нас было все более-менее нормально, как бы просто, да, то есть если бы нам было где жить, я не знаю, встали бы мы и пошли. То есть люди идут только от безысходности, потому что у них ничего не осталось, их ничего не держит уже дома. Очень многие, даже там какие-то знакомые, они вот так и сидят в Мариуполе, неизвестно почему. Можете перечислить, что у вас лично осталось с прошлой жизни? Все, что я взяла с собой в сумку первой необходимости, это просто там какие-то сменная одежда, обувь мы с собой, конечно, там ничего не брали. То есть это просто там косметичка, блокнотики и вот там 2 штанов. Я еще взяла тренировочную форму и все. Это там какая-то нижнее белье и все. И мы в последний момент тоже на себя все надевали. И я взяла 2 куртки. Одна была чуть-чуть легче. На себя надела просто. Одну теплее, одну, которая чуть-чуть легче. Вот. И все. Больше ничего. Там документы. И то у нас, к сожалению, тоже получилось вывести не все документы. Много что сгорело. Там какое-то, там родители, там обручальные кольца, оно все осталось дома. Ваш театр, квартира остались целы? Моя квартира, как мне сказали, туда зашли. Они забрали все мои вещи. Я не знаю, зачем им мамины трусы-лифчики, наверное, женам они отправят. Вот. Все, что они смогли они вынести, они расстреляли. Расстреляли вещи? Например, мы так заносили диван, что его уже не вынести было. Вот они порастреливали просто. То есть, чтобы никому не досталось, раз? Не досталось, да, они так делают просто. И рассказывают, что там насиловали. У них был приказ убивать. Чем больше убьешь, тем больше ты сможешь ограбить. Поэтому, когда я уже выехал после 20 числа, то там они уже зашли и в наш район. И там девочки еле спасались вообще, их там прятали, мазали, они там, просто чтоб от них воняло, и не знаю, что они там делали, чтобы их не трогали. У них был приказ насиловать, как это было в Буче? Не насиловать, убивать.
убивать. Ну, а насиловали они, да, наверное, чтобы пар, я не знаю почему. Пар спустить, чтобы дальше идти воевать. А приказ был убивать. Конкретно, чтобы меньше свидетелей и больше можно ограбить людей. Вот. То есть вы изнасилованных девушек не видели, вам не попадались? Моим знакомым попадают, они знают этих девочек, да, которых насиловали. Но в основном они их насиловали и убивали. Какие ошибки совершают мирные жители и становятся, жертвами обстрелов? Что нельзя категорически делать, если в твоем городе начинается такое, как в Мариуполе? Честно, я сам по себе знаю, что я не придерживаюсь никакой техники безопасности. Просто мы жили в одном помещении, все жили в подвале, а нам было лень в подвал спускаться. Мы всегда спали в здании на первом этаже. И когда прилетел снаряд прямо во двор, меня снесло этой волной на кровать. И, мне казалось, в кровати, и мне друг, который рядом там спал, что с тобой? Я говорю, ничего, просто упал. То есть там такие моменты были, что начинается артобстрел, я иду, я просто говорю, все равно, рано или поздно мы умрем, я никаких правил не придерживаюсь, то есть, потому что, я не знаю, потому что, может, я 8 лет в этой уже такой атмосфере находился, 8 лет, поэтому, а для мирных людей, что у них? У них не было выбора просто выходить на улицу, чтобы готовить себе еду, потому что раз прилетела мина прям в костер, мы приезжали в тот момент, и спасали людей. У них нет другого выбора, как выйти и приготовить себе еды. И их не за что винить, что они попадают под обстрелы. Разве что это когда люди приходили на вышки, на 14-этажку, я не помню, чтобы словить связь, отправить сообщение или позвонить в момент боев. Это единственная проблема. Есть ли объяснение, почему именно Мариуполь решили стереть с лица земли? У меня нет. У меня однозначно нет объяснения, почему именно... Это даже странно, как для меня... Мы не думаем, почему именно мы, почему именно наш город, почему именно наш дом, мы не думаем об этом, просто, конечно, вероятнее всего, это у них просто свои определенные какие-то задачи, цели, и это город, который им выгодно, себе присвоить, но из-за того, что у нас сосредоточено было большое количество военных, Азов и ВСУ, то есть, вероятнее всего, из-за этого там и были такие ожесточенные бои, и до сих пор продолжается это все, скорее всего, из-за этого. А так, и плюс, конечно, выход в море, то есть с двух сторон связь с Крымом, конечно, это все, скорее всего, из-за этого. Но мы не думаем, почему именно так случилось, потому что понимаем, что не только мы пострадали, не только наш город выглядит так. Конечно, у нас масштабы, на самом деле, даже страшно представить, сколько людей погибло, потому что я уверена, что официальные цифры — это все далеко преуменьшенное число людей, потому что сколько мы всего видели пока, потому что действительно на улицах были трупы. Сейчас, к сожалению, я не знаю, как все происходит, потому что я думаю, что они убирают это все и говорят, что сейчас город пытаются почистить от этого всего, чтобы показать картинку, что все хорошо. Это риторический вопрос, который останется без ответа, но все люди, которые оставались там и остаются до сих пор, у них была четкая позиция того, что если бы город сдали, то такого бы не было. Если бы военные вышли, когда была возможность, город бы сдали, все бы было хорошо, и город бы жил. Под какой властью, уже непонятно. Но когда ты оттуда выезжаешь, ты понимаешь уже, что если бы город сдали, то это красная тряпка для любого правительства, для любой страны, что можно, если у тебя есть оружие, если у тебя есть самолет, ты можешь прийти в любой дом и забрать все, что тебе нужно. Почему сделали с Мариуполем? Я люблю шутить на эту тему, что я очень хорошо разбираюсь в истории и политике, но предпочитаю быть просто красивой. Потому что это сухопутный коридор, потому что Мариуполь — это
очень развивающийся город, потому что это промышленный город, потому что это деньги, потому что это море, это заводы, и это деньги. На людей всем все равно. Ну, никому не интересны люди. Сейчас просто то, что происходит в Мариуполе, все имущество, все квартиры, туда просто заходят люди и живут. Они говорят, ну мы же ДНР уже, все. То есть у них уже четкое понимание того, что они в ДНР, их все бросили, и поэтому они могут делать все, что нужно. Но это те слои населения, которые вот у них до войны ничего не было, и после войны. Вот для меня очень яркий показатель того, что яркое описание этого всего петушиного правительства — это забрать все, что есть у других, потому что ты сам не можешь этого достичь. Вот у нас наш друг, мальчик, он тренер по бальным танцам. Он до последнего помогал людям, и он эвакуировал людей. И последняя его поездка была, когда ему приставили пистолет к затылку и сказали, у тебя есть 2 минуты, чтобы попрощаться. А он говорит, ну, он так вот просто не понимал, он детей вывозил. Ему передавали, то есть с украинской территории передавали на оккупированной территории людям деньги, чтобы он, ну, семьям отдавал, чтобы они хоть как-то могли там существовать, которые они выехали. Да, у него забирали все эти деньги, и вот последняя его ходка, ему сказали, что ему очень повезло, что его отпустили. И я говорю, да, типа, Назар, они все конченые. Ну, говорю, что ДНР, что русские, говорю, они одинаковые. Ну, это не имеет значения. Он говорит, нет, Юля, это все очень разное. ДНРы — это те люди, которые ничего не добились, они сидели обиженные все это время, и они сидели в Донецке, в Луганске, на всех этих территориях. Они сидели и ждали, пока они будут мстить за то, что у всех все хорошо. За то, что у них не так хорошо. Они там живут полностью отрезанные от всего. То есть вот сейчас все люди, которые не смогли выехать, они сидят в Донецке. Ну, то есть каждый принимает свое решение. То есть кто-то выехал в Россию, кто-то выехал в Донецк. Это абсолютно решение каждого. И вот мы сидим, разговариваем, у меня на эту тему, то есть очень непосредственное мнение. Я говорю, ну, что я тебе могу сказать? Я говорю, ну, держитесь, вы же сами выбирали. Я говорю, Путин классный президент, давайте, удачи. Жаль, что не могу тебе помочь финансово, потому что, говорю, рублями не пользуемся. Ну, во-первых, потому что они 8 лет не могли его взять. Это просто принципиально. И это 30 километров дорога в Крым, поэтому они его развалили. То есть они сделают... Да, они сделают просто дорогу, посадят 3 бабушек по бокам. Ну, красивую дорогу, 30 километров сделать, и у тебя прямая дорога на Крым. Ну, это конкретно я так просто считаю. Потому что, ну, приказ вообще ничего там не оставить. Там нет жизни. Вот, там все, вот выжженная земля, я первый раз понял выражение, что значит мирного неба над головой. Выжженная земля, порт, еще вот порт. То, что они могут доставлять. Там очень много металла в заводах. И они могут попереправлять это все на Россию. Почему взрослые люди не верят в то, что это не украинцы сами себя бомбят? Потому что они видят совсем другую картину, которую им показывает ихняя власть. Потому что очень много из России даже... Вот я общалась, там человек был с России тоже. Они тоже не верят, что это правда. Когда мы были еще в Мариуполе, там тоже очень многие люди уже говорили, пускай хоть кто-то сюда зайдет, но чтобы главное, чтобы не бомбили. То есть, что людям уже было абсолютно все равно, будет ли там Украина или ДНР. Главное, чтобы просто не бомбили, так как они уже устали просто. Люди в отчаянии, да? Да, там очень много кто такое говорил. То есть, они уже просто не знали, что будет дальше и как будет. Россию раздражало то, что наши не сдаются, и то, что, азовцы очень сильные. Они не сдаются и не сдавались никогда. Типа, и им было очень страшно. Страшно подойти вплотную и сделать нормальный бой. Они херачат по всему району в надежде, что там где-то прячется какой-то военный, которого вообще там нет и не было никогда. Вот именно из-за этого они расхерачили весь город. Потому что в прямой бой они боялись вступать.
Также мы видели пленного, и Россия очень плохо относится к пленным. Очень. Это, вообще Это где вы его видели? в Мангуше. Это был какой-то украинский военный? На самом деле это был человек с гражданской организации «Свобода», у него выпала визитка. То есть это не какой-то там супер военный. Ну, может быть, он когда-то там волонтерил, либо еще что-то, но это не военный. Человека хуже в состоянии, чем он, я не видела. Его это кровь, его настолько избили, что он был вроде как в сознании, но глаза не понимали ничего. Там очень сильно сейчас оккупанты запугивают людей, но между собой люди все равно смотрят украинские новости, потому что уже какой-то там интернет появился, и так, там сильно очень тихо говорят об этом, что я там читал это, но никто никому не доверяет, типа если там ты проходишь мимо, сразу замолкают. Вообще, по вашим ощущениям, как думаете, удастся отбить нам Мариуполь? Честно, мне смешно с этого вопроса, потому что военные, которые не в военной форме, а в рыбацких костюмах, вы меня извините. Я думаю, я ответила на этот вопрос. Я не верила, писали просто украинские СМИ, что у них нет нормальной формы. Я думаю, как это в смысле? Людей отправляли на войну. Это действительно правда. Они в рыбацких панамочках, честно, если бы не было войны, можно было подумать, там мужики на рыбалку собрались. То есть у них реально нет никакой формы. Абсолютно. Это просто выглядит смешно, это несерьезно. Поэтому я думаю, что Россия будет бежать с Мариуполя в конечном итоге. Конечно, оставят за собой еще кучу говна, как они любят это делать. Мины и все остальное. Но Мариуполь отобьют. Долго оттягивала этот момент, но в итоге пришлось создать Patreon. Если вы находитесь не в Украине, если вы работаете и готовы стать спонсором канала, я вам буду очень благодарна. Я хочу и дальше продолжать создавать для вас качественные ролики, которые требуют не только временного, но и финансового ресурса. Ссылку на мой Patreon ищите в описании под этим видео.